Йоу, ребята, всем привет. Всем привет, кто в Ютубе, всем привет, кто в онлайне нас смотрит в абстракте. Это наш... Пятничный Да, стрим, именно. подкаст, У меня есть обзор хорошая рынка. новость для тебя, Ник. Ты знаешь, что мы У меня наконец... тоже для тебя хорошая новость есть. Ну давай, я первый, ты второй. У меня хорошая новость, то, что мы на наших подкастах, на записях, наконец-то преодолели дно и оттолкнулись. У нас больше просмотров, чем на прошлых. О, офигеть. Ну, я знал, что это когда-то произойдет, потому что мы преподносим качественную информацию. У меня вот такая вот новость. Не знаю, видно, не видно. Я Трудовая сейчас книжка, ты уволился, Да, все? я сегодня уже ушел. А у вас что, до Я сих пор... сегодня ушел, и сразу эфир полетел, и я такой, блядь, звоню начальнику, говорю, я возвращаюсь. У вас до сих пор в трудовую книжку это все заносится? Да, ты не знал, что так Пиздец, вот бывает? это время. Так это что, Советский Союз до сих пор? 10.10.2025 уволен по соглашению сторон, пункт 1 части 2 статьи 35. Не будем затягивать. Мы тут по делу собрались, это я просто Окей, отметить. С окей. вечерком с шампусиком посижу. Вот, поэтому как-то так. У меня сегодня Поздравляем началась тебя. новая такая веха в жизни. Поздравляем. Поэтому я думаю, за неделю получится собирать побольше информации для еженедельных подкастов. Так что это вин-вин ситуация и для зрителей, и для меня. Мгм. Вот, Ну, поэтому давай как-то так. перейдем тогда. Отлично. Это на следующей неделе у нас будет очень много альфа, я так понимаю, от тебя. Но я думаю, что-то и на этой неделе мы найдем. Давай перейдем к первой теме. Это у нас запустился самое главное. Я думаю, мы дольше всего будем мусолить. И как бы это и нужно дольше всего Let's мусолить. go. Это запуск Давай не обо- будем мусолить, давай просто вот за по час факту, по быстренько факту, да. все. Да-да-да. Ой, извиняюсь, вот так сделаю. У нас запуск Аборина, а потом про пулы Аборина сразу перейдем. Как тебе Да, запуск? вообще, на самом деле, булишь. Давай откроем Твиттер быстренько Аборин, чтобы просто вспомнить, что происходило. Потому что на самом деле тут все как будто бы только вчера запустилось, там позавчера, и так стремительно все полетело. Ну, у них, в принципе, нету таких прям постов, скажем так, проходных. Вот. Deck Screener Verified. Абориан. Так. Вот, они запустились. Deck Screener Verified. Это было 6 октября. Ну, Да, это грубо было говоря, когда еще запускались. Я помню да. этот день. И, конечно, вот у нас потихонечку 24 часа с запуска и 5 миллионов объема. У тебя И получилось 2 что-то миллиона ТВЛ. на токене? Что? Получилось заработать, заснайпить его, заработать, скажем так, что Не, я на самом деле тогда был, возвращался с работы, поздно вернулся. Оно успело пролететь мимо меня. Я увидел капитализацию 30 миллионов. Подумал, что уже поздновато заходить. это Посмотрел на было цену, вспомнил свою оценку и вспомнил, сколько стоило, грубо говоря, ну, сколько должно стоить при определенном ТВЛе. Ой, не ТВЛе, а ФДВ. Вот. И, короче, проскользнула мысль, что это не настоящая маркеткапа. Но так как я был такой было уставший, возвращался, да, я не сильно этому придал значение. Я тогда в Дискорде еще зашел со своими ребятами пообщаться. И все такие, типа, 30 лямов? Нет, мы, типа, не пойдем в это. Это глупо. И все, короче. А потом в какой-то момент, уже когда я смотрел на него по 50 лямов, я такой, ну, блин, а на самом деле это же 5 миллионов всего лишь. конечно. И как раз у меня предикт был типа 5-10. Ну, на 5 уже было рисково заходить, потому что, ну, как бы максимум X2 в моем понимании было. Но потом, когда мы ушли на 15, получается, и выше, ну, и на 20 мы, получается, ушли. Да, Или это не... у меня тоже был пиздец фейл. Я его увидел, я думаю, мне кажется, что и ты раньше его увидел. Я его увидел чи на 3 лямов, чи на 2 лямов капы. Я подумал, это фейк. Оно не покупалось, ничего. Опять же, потом они дают анонс у себя, что это не фейк, и что покупается на сайте. Я пока на него зашел, думаю, ну капа, ну сумасшедшая. И думаю, ну возьму по приколу чисто на... Я не верю в эту идею вообще, потому что, ну, я не разбирался сначала по капе и так далее, но взял по приколу на 130 баксов. Но оно иксануло, ну, типа, я мог 700 достать, но достал в итоге 500, потому что оно чуть укаталось, и я тогда зафиксился. Ну, тоже приятно, но если бы я понимал, я бы, конечно, бы зарядил бы туда нормальную сумму, а не $130. Ну, трешечку бы зарядил, да? Ну да я гоблинов Ну, только я зарядил. согласен. Я тогда тоже общался с ребятами, все снайпят гоблинов, Да, и всем в моем инфополе говорят, блин, заливаем бабки на гоблинов, берем кредиты. все Всё кредиты не брали. делаем, надо брать гоблинов, это вообще гем, это крутая коллекция, это крутой токен, да он полетит. И я такой в какой-то момент, стоп. Я такой думаю, да, наверное, надо. А потом такой, стоп. Все об этом, блядь, говорят. Если все об этом говорят,
Ну, не может быть такого, что все заработают. Ну Ну, ладно, про короче, гоблинов потом. Не надо да. про такое больное нам. Давай потом об этом поговорим. Давай Вот, про давай просто вот по делу расскажем. Да. Аборин запустился, Да. и через 24 часа ровно мы увидели 2 миллиона ТВЛ. Мгм. Это было 7 октября. Сегодня, ребята, прошло 3 дня, это 10, и мы увидели в Liquidity 9 миллионов ТВЛ. 9, Это мать его, хорошо. миллионов. На абстракте, на котором фадили, мало того, что 9 миллионов, еще 21 миллион объемов, что, ну, по факту АТХ для абстракта по объемам это вообще, ну, в этом плане красавцы. Также Биг сделал очень интересную вещь. Они раздали 42 тысячи бига, что как бы по курсу там сейчас 0,06, а в моменте, когда это Это все вышло, было немало. 0,8, да, был за биг. Это как бы, да, там 35 тысяч долларов. И также люди получили NFT. Сейчас я вам быстренько покажу, как она выглядит, если кто не знает. Оно выглядит вот так вот, VABX. И, грубо говоря, в ней есть на всю жизнь локнутые токены ABX, которые вам дают voting power. То есть, чтобы получить voting power 1 к 1 за токен, вам нужно купить токены с рынка и застейкать их на 4 года. Да. Вот, а тут, ну, как бы перманент, но для меня 4 года и перманент — это плюс-минус одинаковые вещи. Просто прикол в том, что эти NFT в раз 10 дешевле, чем покупка самого А я токена. видел, ты откуповывал даже их, да? Откуповывал я их и продал в плюс, да, хорошо флипнул. Ну, флипнул я, потому что откуповывал я, когда было 20 миллионов капа, а сейчас, когда на 9, как бы я их продал еще и с выгодой. Ну, в принципе, потому что изначально, когда я их покупал, я себе поставил цель ставить эфира приблизительно в 20, ну, типа, раз дешевле, Чтобы чем запас был. токены сейчас стоят, а с запасом, что, ну, в любом случае я в плюсе буду. Так и получилось. Вот, ну, просто сейчас эмиссия очень бурно разделяется, я сейчас расскажу об этом, потому что я Да. этот весь вопрос изучал. Я не прям лез в доки, я прям вот на своем примере на деле брал разные пулы, заходил, голосовал и тому подобное. Вот, расскажу вам изначально, что дает вам NFT. В лог вы можете увидеть, какая у вас NFT, сколько у вас токенов. У меня сейчас осталось 14 тысяч. Изначально у меня было 75 тысяч. То есть я там чуть-чуть подслил, но в любом случае заработал. Даже с упавшим эфиром я все равно в нормальном профите. Вот, мы имеем NFT. После этого мы идем во вкладку Vote, и каждую неделю идет voting раунд. То есть мы этот раунд, вот он 2 дня назад закончился, предыдущий, и с этого все началось. Что было в этом раунде? Никто еще не успел поторговать, то есть физ у нас не загружены были. По факту у нас есть несколько пулов, концентрированные и basic, и везде как бы фармится фи. Да. Эти фи идут также в reward distribution, то есть чем больше фи, тем больше вы получите. Единственное, что в концентрированных там больше фи идет тем, кто в пул закидывает. В Мгм. basic идет, там меньше по итогу объемов и меньше фи, но, по-моему, они все идут в total reward. Вот, но, возможно, тоже не все. Это нужно будет точно изучить, но я не думаю, что там прям кардинальная разница будет. Кардинальная разница у вас из инициатив. Это взятки. Инициатива — Называется. это взятка. Да. Взятка, идешь сюда, добавляешь токен, на какой ты токен, на какую пару хочешь добавить инициативу, чтобы люди шли и голосовали за этот пул. Я сейчас расскажу, зачем это нужно, и я расскажу, что происходило тогда. Инициативу добавили только Биг на 35 тысяч долларов, остальные не добавляли. Все думали, что bullish у нас это пара Aborian VTX, на ней было там больше всего 25% голосов. Сейчас вот больше на эфире USDC, кстати, тринашка. Ну, кстати, нет, возможно, это неправда. Вот как они распределились. Все, вот это правда. То есть 22% ушло сюда, 15% на эфир USDC, на концентрированный еще 14 ушло, то есть суммарно, можно сказать, с ракет. Вот пошел еще концентрированный на стейблы, и потом уже пошел Биг. А почему пошел Биг? Изначально тут было 4%, но люди поняли, что здесь большие награды, здесь награда 35 тысяч долларов, и выгодно голосовать. И в итоге, условно, свою NFT я покупал по оценке приблизительно 0.01 за токен. То есть если бы здесь было 10 тысяч лок TBX, я бы за нее отдал 100 баксов. Вот. И застейкав ее в пул Бига,
я тут же получил 20 баксов награды. То есть представьте, если бы у вас там было 100 тысяч этого VBX просто дропом, представьте, если бы у вас там было еще Там больше вот чего. был нюансик, знаешь какой? Очень много людей отдали свои голоса рано, как и я, допустим, я тоже так сделал, когда Да, не было да. этих наград. Из-за Они не этого знали про эти да, инициативы, да, да, и они не смогли, когда уже проголосовал, ты не можешь никак менять, переключиться. да. Вот. И в этом как бы основная беда. Поэтому люди, которые голосовали за вот эти вот самые хайповые пулы, они получили пару центов в награду, потому что там по факту ни фи не было, ни инициатив не было. А вот в Биге было вкусно. И вот тот же Reborn, да, у которого там 1 с чем-то миллион voting power, ему дропнули, вот, он получил вкусно. То есть он уже, можно сказать, сразу же 20% стоимости NFT отбил, Отбил. хотя она у него бесплатная. То есть, ну, это очень вкусно. И если такие инициативы будут происходить, а они будут происходить, я расскажу почему. Давай. Дальше люди, то есть токены, эти владельцы токенов, комьюнити токенов, они хотят, чтобы вы тратили свои голоса за пулы, которые им нужны, монет, которых они держат. Потому что чем больше вы проголосуете, тем больше выйдут реварды. То есть каждую неделю в ближайшее время, если не ошибаюсь, будет распределяться 10 миллионов новых токенов. Да, пока там они до конца их там не выпустят, грубо говоря. И вот оно будет распределяться, награда, именно потому, сколько воутов дали. То есть они 10 миллионов дали, значит 2,2 уйдет сюда. Значит 1,5 лям уйдет сюда. И вот из-за этого у нас появляется APR-механизм, и у нас какие-то пулы дают больше API до того момента, там, когда много людей в него не зайдет. Ну, то есть они в какой-то момент, по идее, должны уравняться, но при этом комьюнити и сами токены, они как бы байтят людей с наградами, чтобы они стейкали, чтобы потом холдеры пары, которые держат LP, Liquid Pool, Которая да, ликвидность получали, предоставляет. Они да, получат предоставляют ликвидность ликвидность. в наборе. И вот я один из тех, кто вот предоставляет ликвидность. Немножечко позиция моя упала, но это не страшно. В принципе, я покупал Апстер на дипке и откупил его нормально, ну, то есть там больше, чем на $1000. Я сразу же такой подумал, ну, закину я его в пул, потому что я буду фармить пассивно токен. Я так и сделал, но изначально я немножечко по-другому обжегся. Можно каждую минуту клеймить, но там есть газ, поэтому копейки прям не нужно. Вот я заклеймил сейчас там за буквально там 10 минут, условно, там $1. И вот как бы $1, казалось бы, но при этом всем, если это в долгую, если ты будешь держать позицию, если ты в нее веришь, вот я в Апстер, например, верю, если бы он будет падать, у меня будет потихонечку больше Апстера становиться, если он будет расти, будет потихонечку в эфир переливаться, но при этом я буду ABX токены получать. А Самая скажи, классная позиция, вот это VTH ABX, потому что за нее больше всего проголосовали, и даже несмотря на то, что в нее вложили там $630 тысяч, и вот 3 миллиона вот ABX токенов, она все равно предоставляет, как бы дает хорошую ликвидность. Я просто на ней обжегся. Я изначально, когда эти пулы начал трогать, я увидел, что токен с 0.25 упал до 0.1, типа за ночь. И я подумал, что, ну, как-то слишком сильно он упал, как бы дальше, по идее, не пойдет, должна быть какая-то зона интереса покупки, плюс API очень красивый и хороший, что люди пойдут откупать, ну, то есть будут те, кто продают награды свои, но будут те, кто заинтересован в покупке, чтобы внести их в пул и лутать дополнительно эти токены. а чего Вот. обжегся? Ну, в принципе, так и произошло. Токен пошел вниз. Получается, продавцов было больше, чем покупателей. Он ушел на 0.08. То, что он упал сильно. И да, ну, немножечко упал там на 20%. И мой пул там с $2000 там упал до 1500, по-моему. Ну, там даже не, 1800, наверное, я закидывал. Ну, до 1500 он упал. Я его достал, продал. Хотя, если бы я додержал, по факту он потом вернулся на свои значения. Я бы норм так залутал за это все время. Но я Скажи, решил для себя более сейвовую позицию зайти. какие Опять же, вот вот для риски меня у биг еще Апстера? интересен. Вот Что? скажи, главный вопрос, какие вот сейчас риски, если закинуть в пул? Это мне интересно, это, я уверен, чату интересно. Какие риски, если закинуть в Апстер, в эфир, и куда лучше закидывать? Все-таки в эту пару или, возможно, биг, и вот то, что ты говорил, или вообще какую-то другую? И какие риски все-таки есть? Риски должны быть у вас в голове. В первую очередь, это понимание. Если условно падает там Апстер, и при этом эфир стоит на месте,
то у вас просто потихонечку становится меньше эфира, больше апстера. И, в Это да. принципе, общая ваша позиция, она плюс-минус такой же и остается. То есть, ну, грубо говоря, вы ничего не теряете. Единственное, что, если вы там зашли на очень большой сайз, очевидно, и у вас там сильно много в апстер этот перелилось, то вы, будете продавать со слепажом, если вы будете это все одной свечкой делать. Вот, ну, мне кажется, вряд ли кто-то будет там более 10 тысяч пулять одной свечкой в покупку апстера, закидывать его в пул, а потом, когда у него там будет 12 тысяч апстера из-за того, что там условно эфир или апстер упал, он их пойдет застаканит, еще и на прайс-импакте потеряет. Вот, но в целом ситуация такая, что самое страшное, что может произойти, это если и апстер падает, и эфир падает. Вот тогда у вас как бы позиция, в принципе, общая падает. Вот, независимо от сейчас того, у вас, происходит. скорее всего, и апстера меньше не будет, и да-да-да, у меня вот было 2100, ну, на $150 упало, грубо говоря, вот от хаев. Ну, от хаев, которые у меня были. Потому что изначально, когда я закидывал позицию, тут ровно двушка была. Вот, но при этом я уже за сутки там заклеймил порядка, ну, наверное, $100 в токене. И я еще, у меня была такая позиция, что я клеймлю токены и сразу же отправляю их в пул VETH ABX. Я тоже закрыл эту позицию вот сейчас просто из-за того, что увидел там, что кое-какие типочки, крупные игроки этого рынка начали выводить свою ликвидность, и я подумал, что могут они сильно дать по стакану, потому что там много токенов ABX вывелось из пула ликвидности. Вот. Поэтому в целом можно сразу понять, что вот этот пул, он по APR в 3 раза, грубо говоря, выгоднее, чем апстер. Ну да, как раз-таки ровно в 3. То есть, условно, если я сумму не $2000 возьму, а $700, то есть $350 токена и $350 эфира, я буду столько же фармить токенов ABX, сколько с этой парой. Вот. Если мы реально считаем, что ABX будет стоять на месте, то это очень хорошее предложение, это очень хороший APR. Да, в принципе, APR, на самом деле, на каждой паре, то, что вот здесь написано, это очень хороший APR. Поэтому он привлекает людей, поэтому тут постоянно увеличивается ликвидность. Но в токене ABX есть проблема. Каждую неделю его становится все больше и больше в рынке. И вопрос, пойдет ли весь этот токен ABX вот в эти пулы, я думаю, нет. Ну, очевидно, Я что думаю, нет. будет... Во-первых, если он пойдет, то на человека будет меньше APR. Это очевидно. Чем больше здесь будет TVL, тем меньше здесь будет APR. И при этом всем что-то пойдет в стакан в любом случае. Если не будет такого спроса на покупку, токен будет падать. Его будет становиться больше, 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 плюс-минус FDV его будет там на месте оставаться, но, ну, просто декскринер неправильно у нас в данный момент считает, но сама маркеткапа будет падать. Вот, и я думаю, что мы можем там и до 10 миллионов FDV дойти, хотя у нас сейчас совсем другие цифры. Вот, смотря на графики токенов абстракта и, в принципе, зная, что у нас на абстракте, как бы, как сказать, чему можно доверять, и у нас есть возможность рассмотреть, первое, пул стейблов, ну, даже на тот же эфир USDC, если вы там и то холдите, для вас, в принципе, неплохо зайти вот во что-то такое. Ну, тут, кстати, очень мало его, поэтому... ну, потому что эфир упал, правильно? Это ABX USDC, я не туда смотрю. Вот, эфир USDC, вот он. Тут как раз-таки нормально денег. И все равно нормальный APR. То есть если вы и то держите, в принципе, неплохо их закинуть в пул, пускай они вам фармят токены. Но если именно смотреть... Вот моя позиция какая? Я готов взять какой-то мем в долгую, я его могу холдить у себя на кошельке, а могу добавить в пул. Ну, конечно же, когда вот у нас такие APR рисуются, когда они в действительности такие и есть, хотелось бы поучаствовать в этой всей движухе, даже с учетом того, что в перспективе до какого-то момента, пока большая часть эмиссии не распределится, токен, скорее всего, будет падать. Но в какой-то момент, когда она уже вся распределится, по идее, ну, как бы ему уже ничего не мешает расти. Подожди, вот. А если хорошо, апстер вырастет быстро, резко в 3 икса условно, то мы же не получим эти 3 икса никак. Мы, ну, вот... ты не получишь 3 икса, ты получишь, 2,5, может. Ну, то есть у тебя будут куча маленьких продаж лесенкой. У тебя потихонечку апстер на каждой позиции будет переливаться в эфир. Вот, да. Вот в этом, конечно, есть нюанс. И, при этом всем
у тебя вот может Апстер стоять в этом диапазоне, торговаться очень долго, там, например, месяц-два, и как бы ты с него бы вообще ничего не получил, если бы ты его холдил, потому что ты его не планируешь продавать по таким ценам, а при Да, этом ты так ты можешь получить APR. Также я я вот согласен. рассматриваю BIG, потому что он сейчас 0.6. 0.6 у нас самая большая дипка была вот за последнее время 0.5, она очень быстро откупилась. И вот как раз-таки здесь 900%, а на Апстере у нас уже 570. Поэтому, Мгм. в принципе, биг по такой цене, как сейчас, ну, смартово. Как я То думаю, есть ты думаешь смартово переливаться, заходить. скорее всего. Я, Типа я бы, да, я бы позицию Апстера перелил в биг, на самом деле. Просто Апстер конвертнул, а ВТХ оставил. И, в принципе, тоже смартовая позиция, потому что по факту, ну, почти в 1,5 раза, там, даже не почти, а, наверное, в 1,5 и есть, я буду больше поинтов лутать за те же деньги. При этом по бигу я также в буллиш, типа в лонг-терм, потому что у нас через 2 недели будет хавать. халвинг, после этого халвинга там через месяца 1,5 будет еще один халвинг, и, в принципе, тогда уже, наверное, у китов чуток поменьше останется бига на руках. У майнеров, в принципе, нету такой тенденции там жестко сливать, грубо говоря. Ну, они стакан не долбят, как люди, которые зашли early. Они как раз биг и проливают в основном. Вот, ну, то есть моя задумка в том, что бига просто должно остаться ограниченное количество и не огромное в одних руках, вот, которые могут в перспективе Проливать слить. сильно. Да. И А хорошо. тогда он будет иметь ценность, он будет очень медленно майниться. Даже с топовым майнером ты будешь получать там этих пару бигов в день, и они уже должны вот какой-то вес иметь. Условно, когда с топовым майнером ты раньше там фармил 40 бига, потом 20 бига, ну это как бы еще хоть что-то, да. А когда ты уже будешь майнить 5 бига в день с майнером, который стоит там несколько тысяч долларов, ну как бы уже биг должен стоить-то побольше. Вот, Хорошо, а ты, мнение получается, такое. лутаешь ABX токен, ты его сливаешь сейчас или ты его реинвестируешь? Как ты решил? Я решил его реинвестировать, потому что, грубо говоря, моя позиция, которая не приносит мне так много, потихонечку вот за 2 дня она дошла до позиции, которая мне приносила почти столько же. Ну, это я со своего кармана, конечно, чуть-чуть добавил там Мгм. ABX токенов, но как бы я за вчера там нормально получил и, ну, еще чуть добавил. В итоге у меня там позиция около $500 суммарных была, из них $250 в токене ABX, из которых я там порядка 150, наверное, намайнил, ну, грубо говоря. Вот. Мгм. Ну и получается, она мне приносила уже почти столько же, сколько и Апстер, потому что тут совсем, ну, космический APR. Вот. И, в принципе, грубо говоря, позиции за $500 и позиции за 2000 я просто сделал x2 к своей добыче ABX токенов. Уже нет Если... этой позиции. Ты ее закрыл, получается, уже. Да, я закрыл. Я Ага, ну закрыл. а сейчас хорошо, вот ты сейчас клеймишь эти ABX токены. Ты сейчас уже их продаешь или все равно реинвестируешь сейчас дальше? Буду смотреть на рынок в любом случае. Ну, то есть сейчас я продал только потому, что я увидел, что есть шанс, что тот же Карл сольет, потому что он вывел из пула ликву. Мгм. Я получил уведомление. И, ну, это только было одной причиной, единственной, по которой я продал. Вот. Мгм. Не потому, что эфир упал, как бы не потому, что там APR уменьшился. Ну, он действительно хороший до сих пор. Но по факту, имея $1000 там в токене ABX, если завтра же этот ABX будет стоить столько же, то вы за свою $1000 вернете уже 100. Если это продолжится 10 дней, как бы вы уже в окупе, и у вас еще токенов сколько. А еще вы можете реинвестировать, то есть с каждым разом вы будете все больше и больше майнить. Понятно, что в пул добавляются, но вы можете это нивелировать тем, что вы сами добавляете потихоньку. Короче, половину того, что вы клеймите, вы можете перевести в эфир и закинуть сразу же в пул. Либо можете свой эфир добавить, тогда, ну, еще больше поза будет. Ну, Вот. Ну, из самого смартового, то, что я вижу сейчас, это эфир Биг и эфир Апстера. Еще, кстати, эфир Пенгу. Не знаю, сколько тут дают на него, и не смотрите на концентрированные пулы, это V3 пулы, там надо лимиты четко ставить. Чем меньше лимиты, тем больше в этом диапазоне у вас объемов забирается. И, следовательно, это надо то, что тут попасть. показывает APR, это не совсем правдивый. Вам нужно определенные диапазоны поставить, чтобы у вас был такой APR. Если Короче, вы надо ставите попасть. по стандарту от нуля до бесконечности, то вы будете фармить меньше одного токена в день ABX. Поэтому, ну, это так работает, к сожалению. Я сильно не вдавался в подробности, почему, но я знаю, что как бы так работает. Вот, APR есть, вот в VTH Pengu есть. У Мгм. нас есть Basic.
365. Он не такой большой, но если у вас есть эфир и пенгу, и вы булишь и по эфиру, и по пенгу, ну, можно пофармить. Есть еще с USDC вроде там такой Ну, а давай я вот basic. попробую сейчас подсуммировать это все. Ты меня еще подправишь. Смотри, быстро так Давай. я скажу. То есть правильно я понимаю, что нам сейчас скорее нужно закидывать условно либо в Пенгу, либо в Апстер, либо в Биг эти монеты, если вы в них верите. Дальше, так мы защищаем себя при падении, то мы не столько будем, если Биг, Апстер, там Пенгу сильно скатывается, эфир стоит на месте, то мы защищаем себя, то есть мы не так потеряем, как будто мы холдили просто эти монетки. При росте мы, конечно, не так сильно заработаем, но при этом мы получаем комиссии, ABX токена, участвуем в ревардах, получается, и плюс мы лутаем абстрактных спу, самое главное, я думаю, за это будет... Самое главное, да. То есть, в принципе, я правильно сейчас сказал, вот так вот наши действия. Это самое главное альфа, да, что за это будут давать экспу, я думаю, давать будут много. Ну, конечно, тут в принципе 9,2 миллиона ТВЛ раздали, но абстракт сейчас смотрит на DeFi, и пытается развиваться в DeFi. И значит, что они львиную долю экспы должны уже все-таки в DeFi выделять, чтобы люди, которые заносили сюда деньги, не были обижены тем, что они лутают мало экспы. 100%. Еще знаешь, что про пулы, в принципе, мы все сказали, можно перейти к воутам еще раз. Я хотел еще сказать, правильно ли я скажу, если лучше посоветовать людям голосовать в последний день, когда будут Конечно. добавлены Вы можете взять калькулятор, посмотреть, сколько там награды, сколько у вас пауэра для воута. Изначально, когда я голосовал за Биг, я голосовал за час до конца. Это было $25, по-моему, на 10 тысяч токенов. В итоге это превратилось в $20. Но в принципе, мой расчет оказался верным, его несложно сделать. И, в принципе, вот и все, вся альфа. То есть вам не нужно голосовать в самом начале. Либо, если у вас реально большая сила голосования, есть какой-то условный пул, в котором у вас есть монеты, пускай вы там в Вуву верите, да, например, на котором вообще там ТВЛ нету, да, на новых вот этих вот парах концентрированных, либо Basic, либо у вас Циклопус. Вот у вас, например, Циклоп есть, вы в него так же верите, как я в Биг там или в Апстер, и вы думаете такие, опа, на Циклопусе нету нифига, не дают награды они за то, что вы в паре держите только фи. В итоге вы сами голосуете большой частью, вы на это получаете дистрибьюцию токена ABX, и со следующей недели вы просто остаетесь в этом же пуле, но при этом вы еще лутаете ABX. Возможно, кроме вас никто туда не залетит, но, скорее всего, залетят, если там будут космические цифры. Вот, сама суть такая. То есть вы можете также голосовать, если нету никаких особо выгодных пулов, вы можете просто проголосовать за пул, в котором вы будете фармить, чтобы увеличить долю. Если это условно 10 тысяч голосов, они там по факту погоды не сделают. На самом деле. 10 тысяч нет. Кстати, еще добавят к этим голосам. Сколько у нас сейчас цена, получается, NFT-шек? Есть ли смысл к ним присмотреться, получается, по каким они ФДВ? По-моему, там сейчас есть нормальный все равно зазор, или нет? Зазор есть, конечно. То есть я изначально говорил, что справедливый зазор там порядка 4 иксов разница должна быть. Я по Activity, я продавал недавно... Я думаю, даже меньше будет. За 500, за $600 я продал 40 тысяч. То есть это получается 15 иксов. Ник, я думаю, кстати, должно быть еще меньше через время. Мне кажется, 2 икса, будет разница, потому что нет смысла токен NFT, чтобы так дешево стоил. Он, имеет то же самое... Возможно, да. Они должны где-то сравняться. То есть ABX токен, в моем понимании, должен упасть, а NFT должно вырасти. Где-то они должны состыковаться. Там, 2 икса разница. При этом ставьте афера, ребят. То есть если вы хотите засадиться, то ставьте афера, потому что, условно, вот на этого человека посмотреть, который выкупил мою NFT, он сразу ее поставил выше, но оффер у него всего лишь 0.1. То есть по факту, если он захочет продать, он продаст в убыток, и, скорее всего, если ему понадобятся деньги, если это человек, у него вроде как не так много ликвы, да, относительно не так много, но у него много NFT-шек, и они все уже стоят. Смартову возможно подобрать и попытаться слить прямо перед концом голосования. Причем вы уже заранее можете ей проголосовать, то есть она может быть поюзанная, но вы можете кому-нибудь слить. Либо не голосовать и потом пойти в раздел в Аборе, а не Дискорде. Есть раздел там по продажам, то есть люди сами пишут, что вот куплю, продам. Можно просто написать, что вот я за нее не голосовал, покупать. Да. Вот, возможно, купит. Скажи, поэтому в целом какие-то такие инсайды. По какому ФДВ сейчас оценка получается NFT у нас, в среднем?
Ну, я же продают. тебе говорю, я изначально Не, старался да, покупать, сейчас, когда, я, сейчас. я старался покупать по 0.01 за токен. То есть я в 20 раз дешевле покупал, чем было на тот момент, 0.2 было. Сейчас у нас 0.9, 0.09, да? Ну, почти 0.1, грубо говоря, если округлить, Да, конечно, сильно. округляем. Но у меня NFT уходит все равно в 15 иксов, то есть по 0, по 1. Не, стоп. Ну, слушай, ну это все равно большой зазор. NFT не может Это стоить дорого уходит все равно. 15 раз дешевле не может NFT стоить. Ну, мое мнение такое, чем токен. Токен упадет, ну, допустим, еще в раза 2-3, да, ну, условно, до 10 лямов он дойдет. Ну, NFT там примерно ну, должна и так и стоить, как и токен, потому что это та же самая utility, один в один. То есть, что у тебя токен, что у тебя Ну NFT, да, что чисто продавать можешь, так что гипотетически, голосовать. но у тебя рынок переполнен этими NFT-шками, и пока у тебя руки слабые Пока не не выйдут, растут, такого не да. произойдет. Через И я время. думаю, что, ну, возможно, такого и не настанет, потому что Чего? будут люди, которые флипперы, которые по офферам эти NFT берут, постоянно Наврать. будут переставлять. Ну, в любом случае, я думаю, что дисконт на самом деле, учитывая то, что люди бесплатно этот дроп получили, там еще куча факторов, то, что ты это в токены все-таки не можешь вывести. Ну, то, И что пол до вот какого-то определенного момента это никто даже не подумает над тем, чтобы токены стейкать, чтобы за них voting power получить. Вот я про это. И ну, может быть, получается так, что, ну, по факту, где-то, ну, 3-4 икса, ну, и зазор. скидки в 3-4 раза, ее должно быть, ну, прям за глаза. То есть вот по такой цене должно быть. А то, что сейчас мы видим там, ну, в 15 раз дешевле. Я вообще в 20 раз Нормально, дешевле NFT да. покупал. Это Но нам это прям, ну, это космос. То есть да, это очень большой дисконт. 100 Это дисконт с запасом того, что токен уйдет там менее чем на 10 лямов ФДВ, при этом как бы его максимально пушат, поддерживают, и даже много китов заходят. То есть мы Как он не смотрели упал кошельки, вот сейчас на такой которые... А вот 100. он, когда упал до 0.8, там пацаны откупали на $1000, которые на эфир кошельках там по $200 000, по $300 000 холдят. То есть, ну, нормальные типы зашли. И, ну, очевидно, что когда мы видим такое ФДВ, ты же можешь понимать, что это не абстракт-юзеры сделали. Ну, то есть это пришли новые люди, причем не факт, что их много, но загрузили они сюда много денег. Ну, То это уже есть плюс. абстракт уже привлекает китов и, в принципе, людей, которые могут заинтересоваться. Ну, на самом деле, такие APR, ну, нигде не увидишь. На самом деле, $10, ну, вы условно в пул закинули $100, в 50 в монете, 50 в эфире. И когда вы на следующий день уже лутаете $10 с этого, ну, как бы Это очень, это достойно. Ну, конечно. возможно, там на рынке того, что вы там, если бы торговали монетами, закинули $100, получили 110, это не кажется вам чем-то сверхъестественным, но это и правда, наверное, и есть так. Но когда вы каждый день лутаете вот этот вот APR, то это довольно-таки сильно, ну, надо просто относительно свой мозг перестроить в том, что, ну, APR это не про трейдинг вообще, это вот вы застейкали, забыли, но при этом у вас пассив какой-то прилетает. Да, тут, Вот. понимаешь, просто еще тяжело, много никто не соприкасался с DeFi никогда. Я, допустим, условно, я не скрываю это, я никогда не закидывал, хотя я в крипте уже ну, давно, скажем так, но в DeFi никогда не закидывал, это для меня что-то новое. Я думаю, это будет очень полезно ребятам, вот, кто будет на записи или кто сейчас смотрел, чтобы они хоть как-то понимали. Вот я, допустим, сейчас благодаря тебе разобрался, условно понял, как что действовать и так далее. Я думаю, это будет полезная информация. Можем к следующей теме переходить или есть что Я добавить? могу еще быстро постик показать парня, который Давай, мне отвечал давай. сегодня. Ну, просто чтобы люди понимали, я вам на русском расскажу, потому что невозможно, вам не сразу понятно будет. Потому что я сам на это попал. У меня вот есть closed positions, Да. и вот здесь мы видим VTH Upster концентрированная. Мгм. И я на ней, видя APR больше, чем на Basic пуле, я на ней получил там вместо того, что планировал, я на ней получил, ну тут уже не напишет, сколько я на ней получил. Ну, примерно Ну, так сказать. типа я даже одного не получил ABX за $2000 позиции. То Мгм. есть настолько все плохо. И тебе И пошли вот, на и вот базик. человек написал: I'm making a small DeFi experiment with $100 in VTH USDC. 900% APR ему показала, вот он закидывает. Он Да. закидывает 100, и он получил за 24 часа 0,4 ABX, $0,03. Да, вот он мне туда Выглядит закинул очень на странно. базик, да.
И вот он закинул в концентрированный. Это V3 пул, где по факту вам нужно очень узкие лимиты ставить, чтобы у вас торги шли в этом диапазоне. И вы с каждого лутали комсу. При этом мы можем заметить, что вот если мы вот до концентрированных дойдем, мы видим, что в Basic нету физ, не написано. Но на самом деле они есть, но они просто идут, вот насколько я понимаю, они идут как раз-таки как распределение наград тем, кто голосует. А вот в концентрированном часть этих долларов забирают. Мы же вот видим 732 тысячи долларов у нас в пуле, но при этом объемы у нас 5,6. То есть объемы тут крутятся конкретные, потому что это определенный диапазон. Туда-сюда, туда-сюда. Всегда используется вот этот пул, когда вот в этом диапазоне мы торгуем, условно. Вот. Мгм. И этот APR, он неправдивый, ну, по факту. Вам Да, нужно такой прям отец очень выбрать узко ставить. очень узкий Вот. диапазон. Он даже пост в Твиттере сделал. Я потом к нему зашел. Блин, сейчас быстренько бы найти. Давай. Вот. Result, Молодец. first result on my DeFi. И показал, сколько он заклеймил. Ну, короче, написал, что он за газ потратил больше. Ну, у него реально тут А вот газ тут 0,04 пишут, цента, заклеймил 0,03 цента. Ник, тут у нас пишут, так а если из лимитов позиция выйдет, ты ничего получать не будешь, кроме дохуя апстера, который будет постоянно падать. Что на этом? Ну, типа, что может тогда, если вышло, ты не получаешь ничего, то можно апстеры продать и заново, ну, те же деньги. Там нужно как-то заново пул запускать. То есть ты вывел этот пул, там либо добавил эфира, либо добавил апстера, либо там чего-то убрал, и опять его запустил на тот же там диапазон. Ну, короче, как-то вот там так нужно работать. То есть мне ребята, которые занимались там V3 пулами, они сказали, что там условно постоянно их нужно переставлять. Либо просто изначально какой-то хороший очень диапазон выбрать, только в котором условно будет ходить цена. Ты же общался там с ноунеймом, он очень хорошо, я так понимаю, понимает в дефи, а тут просто вот пишет еще Снуп, там правдиво все написано, вы не шарите просто, пацаны. Это, походу, про то, что ты писал, что мы там неправильно поняли. Ник, возвращаемся, что там было написано. Что... Снуп, можешь объяснить, что именно неправильно Ник сказал или я сказал? Где мы, что мы не так сделали? Давайте сейчас подождем ответ Снупа. Я не знаю. Норм он отчисляет по написанным APR... что он норм отчисляет по написанным APR процентам? Не, конечно, если у тебя basic pool, то все норм начисляет, 100%. А вот в концентрированном тебе нужно поставить узкие лимиты, чтобы было то, что тут Я написано. сказал. Но Ник вроде так и сказал, что не так тогда. Высокий APR может указывать на более высокий риск или более рискованный проект. Ну да. Но Ник вроде это все... Ну, очевидно, что у нас ABX может упасть, потому что он постоянно разлокается, и эти токены раздают. Да. Но условный биг у нас уже и так на дипке, апстер у нас уже и так на дипке. Мы можем увидеть дипку ниже, но у вас в таком случае будет больше апстера. Ну, типа, условно, это как будто вы покупаете под DCA, и вы просто забыли про эту позицию, через месяц пришли, заклеймили токены. Ну, я, кстати, так и не рекомендую, лучше клеймить раз в день или чаще и сливайте токены, Да. потому что есть шанс, что они упадут. Вы все-таки ликвидные токены довольно-таки продаете, и они очень быстро могут упасть, потому что они, грубо говоря, печатаются, они выходят в рынок, выходят. Но я считал, что у нас сейчас на второй день должно быть порядка 3, уже там где-то около 3 миллионов распределено дополнительных. То есть суммарно, по-моему, значит, стартовали мы с 10, сейчас уже 13. Под конец недели уже, когда закончится, перед следующим голосованием, уже будет 20. И вот сейчас из 13, по-моему, 9 лямов застейкано. Ну, то есть тоже это очень крутой показатель на самом-то деле. То, что Да. в рынке торгуются всего 4. Сейчас, одну как секунду. бы- Ник, я тут быстро отвечу зрителям, а то хейт пошел сейчас. Снуп пишет, ABX не только может упасть, он обязательно обвалится много раз. Но мы это тоже говорили, что он и упадет, он найдет свою точку. Это все было сказано, мы это имели в виду. Тебе только что Ника говорит, что клеймите реварды, сливайте вот ваши эфи. Потом Дракар пишет, но если апстер одной свечой намного улетит вниз, то его тебя на full ETH купит, и ты продашь, чтобы перезайти уже будешь только в минусе, что за год не отобьешь пул. Но ты также можешь и купить и апстер, и он улетит вниз, и также будешь в минусе. Тут же задача, что типа ревардами ты как-то отбиваешься и лутаешь экспу. Тут же про это. Вроде Ник это тоже... Да, вот я закинул вчера $2000, я уже на 100 в плюсе. У меня позиция на 100 баксов просела, но я все равно с нее оформлю. У меня сейчас больше апстера, чем я закидывал. Я закидывал 69 тысяч апстера, у меня уже плюс 1000 апстера.
эфира у меня, ну, плюс-минус столько, там чуть-чуть, совсем чуть-чуть упало. У меня 0,24 изначально было, если не ошибаюсь. Вот, ну и как бы постоянно клеймлю ABX, продаю ABX, ну, буду продолжать. Завтра это, может быть, уже не $100 будет, а $30, но все равно это деньги. И в какой-то момент я могу вообще выбрать позицию, что я буду холдить ABX, и я верю, что он обязательно будет реально ТВЛ там 100 миллионов, у него будет 200 миллионов, и в какой-то момент у меня накопится куча ABX, я дам его по стакану по своим, скажем так, таргет-целям. Ну, я так не буду делать, потому что у меня нет таргетов. Я верю в проект, и я верю, что он начнет расти только от момента, когда уже вся эмиссия, ну, буквально большая часть распределится. Пока она даже близко не распределилась. То есть мы имеем 13% в рынке, наверное, ну, там около того, да, если сейчас вот 3 миллиона разлочились, к концу недели там это будет 20, через неделю это будет 30. Вот когда мы дойдем где-то до 70-80, ну, там уже поинтереснее будет. И там, по-моему, за неделю они будут уже не 10 раздавать, условно, а 5. Тут То есть, опять фат, Ник. Тут опять фат нас фадят. Так, давайте сейчас быстро пройдем. Так, первая Арсия, тут не фат. Как думаете, почему пока нету на портале Аболин? Я думаю, скоро добавят. Это вопрос времени с Коной. уже дали галочку токену, это самое главное. Да, это добавят, про него все говорили, это вопрос времени. Потом Снуп говорит, у Ника не прибавляются апстры, а актив переливается в дешевый токен, дешевейший токен. Это Ник тоже говорил, что она переливается, он сказал, эфира меньше становится, переливается. То есть тут как бы нет. Потом вот резинка. Да, тут много недоговорок. Вы определитесь, вы за профитом или за экспой. Вы считаете профит в долларах, в то же время, как в эфире так не работает. Что мы можем на такое ответить, Ник? Ну, смотрите, я вам изначально сказал, что у вас позиция эфир и токен. Если вы буллиш в долгосрок по эфиру, если вы буллиш в долгосрок по токену, то в любом случае, ну, это хорошая возможность залочить свои деньги и лутать за них ABX. За один день вы залутали 100, за другой день вы 50, потом 25, ну, пускай за неделю вы там залутаете 250 баксов. Да, у вас позиция может просесть, но у вас она, если будет просто лежать на споте, она тоже может просесть. ABX токен может вырасти, могут прийти киты, которые реально пойдут там за идею его откупать, там он обратно вернется на свое ТХ, и вы уже не $250 будете иметь, если там вы их не продавали, а куда больше. Ну, то есть, в принципе, а насчет того, что будет переливаться, не будет, ну, это так работают пулы. Ну, что тут, я не знаю, непонятного. У вас постоянно происходит продажа, ну, то есть, грубо говоря, у вас liquidity pool. Условно, вот есть моя часть, там 1%, но вот мы умножаем на 100, это 700 тысяч апстеров, и ну вот на 100 это 23, там 24 эфира. Это вот вся позиция. Когда конкретно на Абориан будут торговать, то и человек решит там клипнуть одной свечой, у него заберется эфир из нашего пула, а он отдаст монеты нашему пулу, и они тоже распределятся равномерно. Ну, это так работает. При этом мы лутаем 0,3% комсы. Тут грубо пишут, говоря. если за профитом, то хранить лучше не в пулах, ну, типа просто на кошельке. И в пулы заходить никогда одна монета на хаях, а другая на низах. Имеется в виду, наверное, что эфир на хаях, а Если апстер... вы за деньгами, то вы идете и USDC, USDT пару просто закидываете свои стейблы и лутаете ABX. Вот если вы за профитами. Также вы получите тоже и экспу. Я считаю, что если мы видим апстер, который условно может упасть, но я готов получить больше апстера и не париться, там, не сидеть каждый день, его докупать, но при этом я еще дополнительно фармлю и экспу, и клеймлю реварды. Ну, типа, Ну, как будто норм для тебе, меня мне это тоже, если честно, норм. кажется. Типа, ну, понятно, он имеет в виду, что выгоднее просто, наверное, купить и потом продать. Да, но ты ж, наверное, надо разделять как-то депозит. Что-то просто а-ля ты купил, холдишь, потом продашь. Что-то вот чисто под экспуры, варды, то есть вот как мы выделяем пул. Типа вот так вот За мемы действует. сейчас много, кстати, не дают, и причем вам мемы нужно холдить долго. А Да, пул да. вы создали, через неделю вы за это экспу получили. Да, Блин. вы не заработаете так много, если пойдет рост. Но вы заработаете все равно, получается, и заработаете экспу условно, и, ну, как бы и реварды, как будто вроде норм. Да, я тоже думаю. Ну, вроде как мы все ответили, можем переходить к следующей теме. Я не знаю, по-моему, за пулы достаточно много поговорили. Согласен, Ник? Да, ну и вот бик, вот я показываю график сейчас Да. дневной. Очевидно, что... Ой, я слишком отмотал. Ну, в принципе, учитывая то, как быстро откупили вот этот пролив до 0.85, ну, в принципе, можем увидеть еще пару продаж, вкуснее зайти, но 0.6, как по мне, это уже интересная точка входа.
Поэтому Биг я и предложил, потому что у него APR больше, чем у Апстера в 1,5 раза. Вот. Пока мы разговаривали, мне еще 10 ABX пришло. Вот мы только начали стрим, я заклеймил пару $, там 1 или сколько там я клеймил. Вот еще 1 прилетел. Ну, как бы, да, Они- позиция, может, там и падает. Ну, какая разница. Резинка какая-то не должна Зато быть не на экстрим минимума, наверное, не типа сильно минимальные, а примерно посередине, чтобы пропорция сохранялась одинаковая на всем пути. Типа имеется в виду, чтобы не продавалась сильно. Аля, ну чтобы- да, возможно. Ну, как по мне, ну, нормально зайти в Биг, потому что также могут дать еще большую дипку. Мне не придется по DCI сидеть и вот купать. Ну, как бы для меня, я вот рассмотрел Абориан, я увидел в этом возможности. То есть и в XP, и, в принципе, в клейме токенов. Ну Это да. прикольно, это крутая идея. Ну, и не просто так люди заносят себе сюда деньги. Ну, у нас ТВЛ только растет. Он, кстати, упал чуть-чуть. Ну, кто-то достал с какого-то пула. Окей. Вот, надо следить, надо смотреть. Но я Да. думаю, что это привлечет новых людей безоговорочно. Особенно, когда мы после этой недели увидим ревард XP за пулы за эти. Я думаю, многие люди просто только ради этого пойдут какие-то не сильно рисковые пулы, а для меня вот как раз-таки Апстра Бика выглядят как не сильно рисковые пулы. Ну, не настолько рисковые, как ABX, но при этом, если соблюдать какой-то риск-ревард, возможно, небольшую часть депа для того, чтобы больше токенов ABX фармить, имеет смысл и в этом поле держать. Вот. Окей, давай к следующей теме. Все, за Абориан закончили. Как там, ты видел, что новые бейджи заанонсировали с новыми типа обновлениями? Да, Что где я могу вообще это... У кого пост был? Ты можешь это в абстракте просто зайти. Зайди на страничку главную. И в А. Discover, если не ошибаюсь. Не Discover, Rewards. Обманул. Rewards. Мгм. А, вот, Вот. Мобайш камень. На Dark Ну, теме. Да, видишь? Что клево, клево. Ну, в любом случае, давно пора. И я слышал, что эти бейджи будут поинтереснее, они там будут попроще. Ну, условно, они хотят как-то, как мы сегодня уже узнали, сбривать сибилов, отсекать. Я думаю, это их возможность и возможность также и проектом каким-то подсветиться. Да, сегодня же была информация про то, что будут как-то с Сибилами бороться, там, с Экспой. Ну, посмотрим, что это, как это будет происходить. Но то, что как бы было, тут качать надо было только один аккаунт, не мультить, как будто это было и так понятно в абстракте. Нет смысла этим заниматься. Это не про это, не обычный такой чейн, скажем так. А по поводу BJ, конечно, бы хотелось бы увидеть. Я думаю, это будет уже с обновлением какие-то более-менее глобальным. Или ты думаешь, это такое лайтовое будет обновление, где добавят просто BJ и темную тему? Или обновление глобальное портала будет? Ну, вот этого, кстати, я об этом даже не думал. Ну, то есть, в моем понимании, они как-то не перенасыщают своими обновлениями. Ну, вот видел, у нас вот совсем недавно вышли новые свечки, можем там в какой-нибудь Апстер зайти, и у нас уже подгружается, получается, TradingView с нормальными человеческими свечами, а не вот этим вот, с нормальным отображением и изменением. Ну, можно, в принципе, уже с этим что-то делать и не заходить каждый раз на декскринер, если вы Ну да, постоянно сидите на под портале. удобством. Но Вот. это можно было давно. Поэтому, в принципе, я думаю, что они будут делать это все возможно, аккуратно. Ну, то есть сначала это выкатят, потом через пару дней еще что-то. Ну, они обычно не делают так, что сразу в один день все дропают, условно. Вот, они Мгм. как-то очень в этом Чуть-чуть. ограничены, потому что каждое их обновление, даже небольшое, это по факту инфоповод. Ну и как бы, чтобы у них там куча инфоповодов за раз вышло, ну, я в это не сильно верю. Ну, тоже, Это в как бы с принципе, точки логично. зрения того же маркетинга, ну, не совсем правильно. Да, да, тоже логично, тоже логично. Можем тогда перейти к следующей теме. Чуть-чуть отойдем от абстракта, потом мы все равно еще к этому вернемся. По поводу NFT Strategy, что есть сказать по поводу последних запусков, вообще глобально и так далее. Я думаю, это стоит... Давай зайдем на эфирчик, и у нас сразу тут будет в первом Вайбстер. Да, они Вайбстер ждали выглядит анонс, пока мы прекрасно. запустили подкаст. Можем сейчас почитать. Я еще не читал. Увидел, что они дали какой-то очень глобальный анонс по поводу Vibe Strategy, пока у нас был подкаст. Ну вот он ли ап, у нас график по факту, вот, ну, по 3 ляма можно было спокойно заходить. Мгм. Плюс-минус такой прайс был. И, в принципе, ну, на пике это было 4 икса от точки входа.
Кто-то пораньше зафиксил, видно, ну, тут есть и Я не красные свечи. удержал. Я давай Ну, в любом случае, учитывая то, какие были прошлые лаунчи, доля риска в этом была, и Да, я поэтому понял. люди фиксировались там в те же X2, и это абсолютно, ну, нормально. Как бы я Да. думаю, что в моменте, как бы видя то, что было, это правильное решение, Ну, меня бы чтобы отбивать себя уберечь. гоблина минуса. А минуса с Вот, гоблина вот. мы потом... Кстати, может быть, мы глянем, что они написали в Vibe Strategy, потому что они дали какой-то анонс вроде, там все про это говорят у себя. TokenWorks надо открывать. И у них вроде, да, тоже есть. Они репостнули и Vibes. Вот пока мы подкаст сделали, что-то новое они написали. По Давай поводу... глянем. Вот это 1 из 1. Что тут написано? 1%, короче, от комиссии, они будут добавлять reward pool, и потом это и типа раздадут по ходу холдерам Vibe Strategy, как я понимаю это. Мне кажется, они у кого-то украли эту идею. У Pengu Strategy это наша следующая будет тема. Ну вот как раз потихонечку подводочка такая. Они дают бейдж, типа, за сколько Бейдж, у тебя Vibe за сколько у тебя Strategy. поинтов, да. Да, Блин, ну прикольно, на самом деле, заморочились. да. А как ты вообще думаешь, вот эта вот мета Strategy, она уже умирает? Уже все хана? Типа, или мы еще Да увидим не, новый? на самом деле, ну, мы же видим с тем, как у нас изменились запуски последние, и на самом деле все потихонечку, знаешь, везде находятся изъяны, и эти изъяны решаются. Команда действительно над этим работает и постоянно что-то потихонечку доулучшает. Да, те же гоблины вышли не очень, и был там нюанс, Да. ну, как бы он очень трудно отслеживаемый был. И по факту уберечься от этого, пока это не произошло, они никак не могли. До этого кто-то условные запуски проанализировал, смарт-контракты, и нашел такую вот лазейку. Эту лазейку прикрыли, и как бы у нас уже таких как бы падений нет. Дальше у нас была какая проблема? Люди знали, что выходит стратеджи, закупались NFT, и потом этому же стратеджи сливали в дороже, там в 30%, а то и 50%, а то и 60% и больше. А был у нас изначально вообще прикол, когда переставляли эти меф-боты и могли продать там в 10 раз дороже. Ну, Да, это помнишь, да? было с первыми Вот, запусками. мы с этим проборолись, да. Но с людьми ты не поборешься. Они знают, что хайп будет, что они готовы там откупать условно 100 NFT, значит, как бы будет экзит ликва. И они идут об эту экзит-ликву, разгружаются, получают иксы. Даже, причем, в моем понимании, изначально то, что было, почти все запуски, это было смартовее не токен откупать, а именно NFT-шками пойти закупиться. Да. Это вообще минимальный риск. А сейчас они сделали так, что у тебя покупка осуществляется там с интервалом, что у тебя должно, ну, именно флор чуть-чуть совсем подняться от того, что он до этого смотрел. То есть до тебя могли выкупить, но условно, если там следующая сильно дороже стоит, они сразу ее не купят, они будут ждать. И на самом деле, то есть, знаешь, вот такая махина, система, которая потихонечку, но обрастает и становится все лучше и лучше. Я думаю, что чем дальше, тем круче. У нас еще не вышли Миледи, у нас еще не вышли Азуки, и, в принципе, еще несколько коллекций, которые А ликвы довольно-таки хватит на успешные все? на Такой эфире. вопрос. Ликвы хватит на все? Да ликвы много у людей. Ну, много. Ну, видят они все это. Они кредиты берут, микрозаймы. Это Поэтому, пиздец, ну, я охуел тогда, да. поэтому, ну, на самом деле все будет работать, пока люди заносят. Люди заносят, когда видят, что есть возможность заработать деньги. Ну, по мне, классно качают NFT рынок, и, возможно, это только начало для NFT рынка. В 2021 году было, ну, вообще что-то Конечно, нереальное, и поэтому в целом это может повториться, и благодарочка команде TokenWorks за то, что они это сделали. Крутая идея, которая абсолютно простая, но при этом вот мы в ней заметили, сколько нюансов, тонкостей, которые изначально даже нельзя о них подумать Конечно, пока не и запустим. решить. Но когда ты обожжешься, ты все равно делаешь лучше и не выпускаешь с такими как бы косяками условно следующий. Вот, поэтому молодцы, я максимальный респект отдаю команде, максимальный респект отдаю движухе в целом.
потому что те же там Vibes, ну, Good Vibes Club, это крутая коллекция, которая в свое время, вот как раз-таки нынешний флор, там, который есть, даже дороже она стоила. А в моменте она должна была на абстракте выйти, но они потом в самый последний момент решили на эфире выйти, потому что Ну, там не денег больше. И, возможно, знаешь, это одна из тех коллекций, которая свежая, которая еще столько внимания не получила, но благодаря вот инициативе TokenWorks больше людей об этом узнали. И это круто. Ну, я больше согласен. людей узнают про NFT, они начинают в них верить, и, ну, когда все верят, в принципе, Согласен. Согласен. может и Может, вылезти. знаешь, плавно перейдем к запуску Pengu Strategy вашему. Это как раз вот тоже касается Strategy. Почему перенеслось? Должно же было уже быть к этому подкасту оно запущено. И еще сразу же спрашивает А Резинка. чего к этому подкасту должно запущено быть? Ну, ты же говорил, что в течение недели, и мы думали уже, что к этому подкасту будет запущено. Еще Резинка сразу спрашивает, не получится ли такого же, как с гоблинами у вас, типа с багами контракта. Вот. Ну, вот как бы это же очевидно, что если запуск задерживается, он задерживается не просто так. Мы могли запуститься уже неделю назад, и будет, что будет, условно, с дырами в контракте и всем остальным. Но мы подходим к этому максимально ответственно, кучу раз перепроверяем и на тестнете, и на мейннете, и как только мы убедимся в том, что по большей части из того, что мы могли предусмотреть, все в порядке, ну, а в данный момент, если не ошибаюсь, уже в целом все в порядке. Вот, поэтому, Когда ну, ждать запуск? скоро, я думаю, что в любой день этой недели можно даже исключить воскресенье. Вот так вот. Можно исключить воскресенье, скорее всего, не завтра, скорее всего, уже понедельник, наверное, а может быть, кто его знает. Будем Так ждать. неделя — это понедельник, то есть что, это уже новая неделя. Так подожди, так в этой неделе ты сказал, на этой неделе? На этой неделе, конечно. Так это все? Тогда это уже либо сегодня ночью, либо это завтра. Это уже, смотрите, какой инсайт. Это альфа подъехала. Вот, Альфа. ну и, конечно, мы решили добавить еще такую штуку. На самом деле, проблема возникла из ниоткуда. А проблема заключается в следующем. Если мы на абстракте, ну, а все знают, что мы решили 95% комиссию сделать. И на Да, самом деле это справедливо, потому что, справедливо. ну, смотрите, делаем мы 50% комиссии, стартуем торги, и девы покупают первыми с комиссией 50%. Уже 2 икса, они в безубытке, они могут сделать все, что угодно, да и не только девы, это могут и снайперы сделать, это может кто угодно сделать. Да. Вот, и как бы тут вопросик. Условный токен, который выходит там по небольшой капитализации и всего лишь 50% комиссия, когда реально есть хайп, когда там на обоих постах там суммарно больше 20 тысяч просмотров по поводу этого запуска. И, ну, действительно не хотелось бы, чтобы человек, который зашел, пускай даже с лимитом, там, купил 2 транзакциями по 1%, даже с 50% комиссией, потом разгрузился на 100, на 200, а то и больше тысячах. И, ну, это просто убьет график. Да, это хорошо для объемов, потому что больше пойдет на откуп пенгу, условно. Ну, объемы — это хорошо, они все должны холдить, это все понятно. Но при этом это не совсем приятно для нас, как для разработчиков. Это могут воспринять люди, как будто это мы там по инсайдам с других кошельков купили там или еще что-то. Вот, поэтому хотелось бы контролировать ситуацию и хотелось бы начать вот действительно с 95% комиссии. И если вы считаете, что это дорого, вы просто можете Подожди подождать, просто. пока Конечно. комиссия, ну, немножечко До подубавится. 10, до Причем 10 пока дойдет. 5 минут вы подождали, у вас уже в 2 раза меньше комиссия. Вы 15 минут подождали, у вас уже в 4 раза меньше комиссия. Подожди, а как Ну, она то будет есть, падать? Я просто вот это тоже пропустил, расскажи. ну, каждую минуту 1% падает. То есть 95% это вы получаете только 5%. А когда Не-не-не, 90% вы уже получаете 10. 5 минут упадет намного. Что? Ты сказал, что через 5 минут уже будет Ну, через не... 5 минут ты получишь уже в 2 раза больше токенов, чем получил бы Ага, просто, ну, типа, как А будет только... через 15 минут ты получишь уже в 4 раза больше токенов. Ну, то есть, понимаешь, получается, да. как у обычных стратеджи, там, где каждую Да, минуту падает... конечно, конечно. Ну, просто мы будем начинать с меньшей капитализации, не с 50 тысяч, как они, потому что если мы начнем с 50 тысяч, во-первых, нам в ликвидность придется положить 12 эфиров, которых у нас нет. А во-вторых, ну, конечно же, у людей будет безубыток, если они купят сразу же на 2 миллионах. Как бы. И тут вопрос на абстракте дойти до 2 миллионов. Я в нас не сомневаюсь, конечно, но человеку до безубытка будет ждать и ждать. Вот, Да. поэтому как-то так. И в целом
Я расскажу, вот откуда появилась проблема, чтобы вы просто внутрянку даже понимали. Вот у нас есть токен, например, Апстер, да, который сейчас пролили там максимально, там, ну, я не знаю, он уже укатался в ноль. Я его хочу купить, а чтобы его купить, мне нужно слипэдж поставить. А слипэдж там, он укатился на 90%. Я пытаюсь поставить 90, а, блядь, 50. Пытаюсь Нихуя поставить не 80, а 50 — это лимит ставится, абстракта. Мы не да. можем больше 50. Вот, ну поэтому как бы было принято решение также добавить вкладку трейдинг, по которой вы сможете на определенную Через сайт сумму будет, да, продажа. купить через сайт, продать Ну, через сайт. да. Это будет на вашем кошельке. Вот. Ну, грубо говоря, ничего такого сверхъестественного. Кошельки подключаются, как и везде, ну, то есть без каких-то там подводных камней. Вот по этому окну вы можете увидеть, что take action without your contest не можете. У вас, ну, ключа там от сессии, ну, никакого нету, ну, то есть запрувили, все, Стрейна это не будет. будет, Дрейна не будет, да, но мы как бы к все-таки сожалению. леги Тима, и да, успокойся. Вот, ну, зайдем, купим, посмотрим. Мгм. Вот, как-то так. Ждем, мы ждем. И в целом, да, я скажу так, что начинаем мы с небольшой капитализации. На самом деле раскачаться будет не так быстро, но лично мне даже с 95% комсой вполне себе приятно будет купить, потому что все равно выйдет нормальная капитализация, нормальный вход. И, ну, как бы даже когда девы купят там условно в сколько там это, 20 раз дороже, чем есть на данный момент, но это уже добавляет долю справедливости в запуск. Да, это 100%. То, что М, я говорил, что такие запуски, которые создали, Strategy, ну, придумали, это реально прям, ну, добавляет легита команде, то есть больше есть доверия и так далее, то есть кто будет также запускаться. Мне тут только лайк, но я, если честно, буду ждать, я, наверное, подумал, я тоже, конечно же, буду в этом участвовать, покупать, но я, наверное, буду ждать, пока комиссия чуть спадет. У меня такой план действий, если честно. Вот я так. мгм. Не знаю, как правильно, это просто чисто. Вот я так. Не, хорошо, конечно, ну, то есть, условно, кто-то может успеть продать там, купить по 80% комиссии и продать там по 20 или по 50 в плюс. Ну, то есть, в любом случае, это даже хорошо с точки зрения того, что пул из-за комиссионного старта такого большого, он будет наполняться куда быстрее. И когда мы придем уже к комиссии 10%, то у нас уже пул в несколько раз больше поднимется, чем он был бы просто изначально там с 50% либо с 10. 100%. Ну, то есть ценности это больше придаст монете, потому что уже в холде есть большее количество ассета. А Вот. скажи, спрашивают, ссылку на сайт можно? Где эту ссылку? Или это пока закрытая информация? Ее нельзя давать. Какую ссылку? На сайт, там, где покупки будут и так далее. Так, ребята, у нас все в посте. Я не знаю, что тут закрытого. Паджи Инвест заходите, у вас анонс вот здесь вот. И ссылка... ссылки на Нема. сайт не было. А ну, может, в Блин, другом? вот, Паджи Strategy нет, есть. О, Есть. есть. Я просто помню, что ссылку мы давали. Вот этот сайт, ну, как бы я же по нему и заходил. Тут появилась вкладочка трейдинг. Мы это пока не афишировали. Я думаю, на запуске мы об этом скажем, просто потому что, ну, есть дополнительная возможность у людей. Вы можете там через лутер купить, там, бейст бота, там, еще что-то. Ну, как вам удобнее, вы так купите. Но через абстракт, скорее всего, прямо на старте вы не купите. Потому что там лимит 50%. Если у вас комиссия 95%, то у вас, очевидно, слепаж, ну, куда выше. Поэтому, ну, Padgestrategy.нет. Не будет все-таки Padgestrategy? Точка ну, нет. давай так, pudgestrategy.com стоит $40 000. Офигеть. Вот есть у нас $40 000, чтобы откупить такой домен? Ну, у нас нет. Поэтому нет. Поэтому нет. Вот на это ответ нет, я так понимаю. Но если у вас 40 000 долларов, поэтому нет. Окей, окей, все, за Padge Strategy-то ждем, обязательно Ну, участвуем. Я буду сейчас я... лично тоже участвовать в этом. Так, тебе надо что-то сделать? Давай мы тебя подождем. Я пока чату отвечу. Cardix 2.0, да нет, там вы видели, сами он показывал, что там никакого трейда, ничего, все четко будет, я думаю, вы понимаете. А потом будем ждать другие стратегии, чтобы подбиться. Не, я думаю, все будет четко. Опять же, в абстракте мало ликвид, то есть это в long term, я думаю,
Опять же, заходите на ту сумму небольшую, то есть это не там под флип, я думаю, вряд ли получится. Тут больше в long term, то есть вы клеймите постоянно пенгу. Не, да можно и под флип. Я думаю, что вполне себе, это как бы Ну, главное, чтобы были на... Если токен продают, и вы в моменте в убытке, то вы не думаете, что вы в убытке, потому что у вас есть возможность заклеймить хорошую там часть пенгу. И при этом всем, как бы, если токен растет и там дает вам какие-то иксы, вы не думаете держать, чтобы, заклеймить там пенгу. Ну, условно, вы можете продать часть, зафиксировать профит. Ну, это все абсолютно нормально. График должен быть живым, на графике должны быть торги, и вы ничего не сделаете, если вы там зашли первыми с комиссиями, без комиссии, и продадите там себе в плюс, там в 3 икса, в 2 икса, в 5, там, ну, в 10 условно. Это все так и должно быть. То есть вы просто сами принимаете решение. Но я скажу так, если вы будете холдить хорошую часть сапплая, ну, например, там 1%, то вы из трежери сможете, ну, прилично забрать. Особенно на первой неделе, когда у нас начинается с, ну, таксов, грубо говоря, то, ну, 1/3 пенгу, которую мы откупаем, но в любом случае идет в трежери. И это да, не так мало, как может показаться. И 100%. в какой-то момент, если вы действительно купите по хорошим ценам, и у вас выйдет там условно там за 1% сапплая $300 там, или $500, может так оказаться, что вы потом за неделю заклеймите больше, чем вы вложили. Да, 100%. Но при этом может и... еще хотел отметить, тут еще такая довольно-таки прогрессивная система стейкинга, ну, точнее, не стейкинга, а именно снапшотов того, что вы холдите. Условно, может быть человек, ну, то есть у нас будет еженедельная выплата дивидендов, но может быть условный человек, Который который целую неделю не холдил, и в самый последний момент, бац, решил там 1% сапплая взять. На самом деле он получит не как за 1% сапплая, а он получит 1/7, потому что он холдил только один день. То есть снапшот проводится каждый день, и на самом деле, если вы холдите 1% 7 дней, вы получите не 1% от всего пула, а вы явно получите больше, потому что не все, кто холдит, они холдят. Да. И плюс еще к тому же, там при определенной капе, там, ну, порядка там $200 000, еще 20% токенов будут находиться в рынке. Это значит, что весь пул 80%. И это значит, что тоже вы получите не 1%, как бы 1,2, там 1,3 от всего пула. Ну, то есть, грубо говоря, может так оказаться, что если вы early купили 1%, то на самом деле у вас будет дистрибьюция от трежери там 2% условно. И, ну, как бы, в любом случае, смотрите на это, думайте на перспективу. Если вам выгодно флипнуть в моменте и забыть, ну, флипните в моменте и забудьте. Если вам выгодно холдить, и вы верите в это, вы можете каждую неделю клеймить пенгу, и уже потом с этими пенгу делать, что хотите. Вот. Хорошо, а вот есть вопрос чата, и потом от меня. Быстрый вопрос чата. Сколько стоил домен .net? Есть ответ? .net? Да. Ну, как классические там домены, не сильно дорогие, там порядка там, от 10 до $40, по-моему, там не сильно дорого. Окей, тогда вопрос следующий от меня. А если хорошо, вот такая ситуация. Я купил первый день, попал под снапшот, и, допустим, я попал под 5 снапшотов, но потом продал. Получу ли я Нет, ты не аллокацию? получишь, ты не получишь. Хорошо. А я попал под первый снапшот, потом продал и в последний день выкупил обратно. То есть я получу как за 2 снапшота только, правильно? Вот типа такого будет? Да. Вот так, все. Теперь все, вопросов больше нет. Можем переходить к следующей теме. Окей, запуск токена Муриада сейчас все анонсируют. Давай про это поговорим. Я знаю, что ты там узнавал какую-то информацию, что уже оно скоро, ну и что ты там знаешь про то, что они нормальные инвестиции собрали. Вот расскажи, что ты знаешь. Да, у них хорошие инвестиции, у них хороший объем. В целом проект выглядит для меня плюс-минус гемно, как и тот сам же Polymarket. И я всем настоятельно рекомендую искать вилки, крутить объемы. Если вы это будете делать без потери денег, это вообще максимально круто. Если вы офигенный предсказатель, еще и будете на этом зарабатывать, делая правильные ставки, то это тоже круто. Ну, вообще, как крутят объемы? Обычно, если какая-то ставка заходит там до 90%, закидывают туда нормальный балик, и она все-таки срабатывает. Вот. Ну, либо вы можете, если она там на пару процентов вырастет, продать в безубыток. Ник, легче, как ты правильно вначале сказал, вилками. Легче искать 52% и на Polymarket идти 48 искать. Да. И вы сразу же 2 проекта отрабатываете. Это идеальный вариант, да, для самых продвинутых, кто пользуется и тем, и тем. Тем более сейчас на Polymarket вы можете закидывать прямо напрямую из абстракта, абстракт USDC, и никаких проблем, короче, с этим нет. Вот, USDC держите на кошельке, крутите объемы, и я думаю, что мы вкусно покушаем от Муриада. Это будет один из немногих дропов, который, ну, действительно, тех, кто работал, скажем так, отрабатывал, получит свое, и денег у ребят точно хватает. Я думаю, что никого не обидит.
Я добавлю, знаешь что? Это, конечно же, не Polymarket, который собрал там миллиарды инвестиций и так далее, но тут в Муриаде и людей намного меньше, которые его отрабатывают. То есть, когда вы зацепляете и Да, Polymarket, и Муриад, это смотрится прям смарт. Я это делал это уже вин-вин. очень давно. Сейчас чуть перестал, из-за того, что обленился, скажу честно. Надо будет опять это делать, потому что я это сделал с самого начала вот абстракта. С Давай, Polymarket. подтягивай меня, а то я тоже на ряд подзабил, и надо и Да, надо полимаркет отрабатывать. А есть какие-то, я нигде не находил, именно сколько они собрали инвестиций, ты где-то находил конкретную сумму или нет? Конкретную сумму нет, и мне просто сказали, что хорошую сумму Хорошая. они там собрали. Там еще Да, же был снапшот. конкретными цифрами пока они, если что, не делятся. Я поэтому и спросил там про NFT, ты мне сказал про снапшот. Вот можешь как раз-таки своей информацией поделиться, потому что я знаю, что у тебя была эта NFT. Была. Рак-радио, если вы не знали, это как раз, как сказать, дочерний проект, который изначально был от создателей Муриада, поэтому это как бы генезис NFT считается их. Там они, грубо говоря, ковры, которые, ну, возможно, визуально вас не сильно привлекут, но на самом деле в них кроется довольно-таки неплохая ценность. Как они называются? Просто радио напиши. Просто радио, и мы их найдем. Они сейчас упали из-за чего? Из-за того, что они уже больше никому не нужны. Снапшот был сделан, NFT-шка уже все валяется. Там была в чем суть. Я его брал еще как только начинал отрабатывать Муриад, когда об этом всем узнал. То есть, ну, типа весной. Не зимой, когда мы пришли в абстракт, весной. Взял сразу же это NFT. Там была суть, я этого не сразу разобрался, что это NFT уже очень много времени, и там за каждый день холда ты клеймишь рак-токены, а рак-токены конвертируются в токен Муриада. То есть я купил NFT-шку с нулем рак-токенов, а они продаются иногда NFT-шки, там, где много уже рак-токенов. Кто-то просто заклеймил заранее и потом продает Продал. NFT-шку. Да, вот я купил пустую NFT-шку по флору, как бы, как они и стоят. И условно я тогда не знал, потом, когда я узнал, я уже ее холдил все равно, а потом мне нужна была ликва, и я как-то решил, ну, я посмотрел, сколько у всех просто этих рак-токенов, овер дофига, потому что люди там его там клеймят еще с 22 года, условно. А у меня прям очень мало, и я подумал, да ну его нафиг, не знаю, правильно я сделал, неправильно, я ее слил, потому что, ну, опять же, нужна была ликва. Может быть, она я купила, потому что она дешевая по факту была, там, 100 чем-то долларов. Продал я ее, там, эфир вырос просто. А NFT также и стоило, просто эфир вырос, я ее продал дороже, и все. Ну, кто давно это NFT холдил, еще не с абстракта, когда мы узнали, те покушают, я думаю, очень хорошо с нее. Я тоже думаю так, да, и тем более не на всех NFT действительно есть поинтов, количество Да. большое, поэтому, в принципе, система крутая. Кстати, да, Ламбада, извини, сейчас перебью. Ламбада про нее рассказал, это правда. Узнал я это от Ламбады, про эту NFT и вообще про это все. Все, Респект Ламбаде. Так, Да. да, так погнали к Братишки следующей наши. теме. Кстати, вот тему можем, знаешь, какую? Только что сейчас Арси нам донес информацию, что появилась новая обнова в Гиге, там кого-то можно опять ловить рыбалки, какие-то обезьяны. Можем посмотреть и это обсудить, потому что я еще об этом не знал. Так, давай, я не открывал Гигу Это, давным-давно наверное, уже. Я даже Гига до сих Пенгу. пор не прокачался заново, чтобы ты понимал. Не хватает тебе времени из-за это стратеджи, я так понимаю, Пенгу, Не да? хватает из-за работы в том числе, но с сегодняшнего дня я свободный человек, так что мне на все хватит времени. Я буду Главное, во чтобы всех крипта трендах. не обанкротила свободного человека. Правильно? Ну, у меня же все-таки есть какие-то пассивные источники дохода, идеи, проекты, Да. Я думаю, социальные все сети, четко будет. поэтому. Все четко будет, я думаю. Так, идем сюда и смотрим. О, у меня тут еще сундуки есть. Крутяк. Так, Не, ну смотрим. фишить я не буду. Давай просто посмотрим про ивент. А где его найти, эту информацию? Ну, у них может быть в она же... Ну, хотя, Может быть, давай просто в Твиттер попробуем. зайдем? Не-не-не, Давай стой, мы же так ничего не словим. Сейчас выпадет базовая рыбка. Я думаю, это как с Пенгу и Фингу было, что-то... Да, что-то такое, мне кажется. Fishing Так, Fishing Live. Competition. Чимперс, А, то, что Чимперс, да. Все понятно, да. Ничего себе, заколлабились, молодцы, Гига, вообще пошла дальше абстракта, с кем-то коллабиться. Да, в этом плане они, конечно, Там прорывные. какой-то бридж, посмотри, в абстракт что-то. Я увидел. Так, это просто гайд, как рыбачить. А что там за бридж? Это, наверное, для людей, которые не знают про Про абстракт, Гигу. Да, или про про абстракт. Гигу он там. Блин, короче, и что мы можем выиграть в этот раз? Опять же, рыбачить смарт, мы помним, что мы продавали Фингу, Гигапенгу, там это халявный, там Да. для Free лоу-банка. Guide Get Started with Gigaverse. Да, это для новичков. Халявные $50, 20-30 можно легко залутать здесь и так далее, если на рыбалке, как было раньше. Я думаю, сейчас опять то же самое будет.
О, наживка появилась. Это из Пенгу. Плюс Ага, 3% Гигапенгу. шанс of dual yielding. Короче, надо крафтить эту удочку. Да. А что будет за эти за эти шимперсы? Нет информации, да, еще? Опять же, разыгрывает ром, медали и NFT шимперсов. Так, Все. мы можем увидеть это детали у какого-то типа. И он похож на обезьяну. Есть у нас такой на карте? Блин, не Но этот знаю. не похож на обезьяну. Не-не-не, это не обезьяна. Может, выше куда-то пойдем? Посмотрим. Может, он выше Во. где-то спрятался? У меня какие-то есть стапсы. Не заклеймлены. Может, Так, где-то выше? смотрим. Тых-тых-тых, обезьянка. Блин, ну тот тоже особо на обезьяну не похож. И там Ну же да, друг согласен. что-то у него. Ну, с ним уже давно мы общались, мне кажется. Может быть, оно еще ивент не начался? Это типа анонс его просто? Как думаешь? Какой-то дейс я получил. Так, лив просто. Давай сейчас еще раз прочитаем. You can view the live leaderboard for the competition in game and Tono the fish vendor. А даты нету там выше, когда это Где? начинается? Может, там дата есть? что-то? Уже должно было начаться. Просто вопрос, куда нам нужно сходить? Может, Не, ну тут он только- сидит? да не. Вообще он рядом с рыбалкой должен быть. Ну, по-моему. Да, логично, да. Должен быть где-то там. А можно ускорить через... Вот, Чишифт. да, можно бегать. Циклопа только вижу. Сюда нельзя. А у этого хорошо зайти до дурачка вот этого, где торговать, может, у него что-то. А, competition. Competition, вот, шимпак, вот, Всё. все, ловите вот эти, все, они уже есть. Они есть, да, можно. Нужно будет... зря закрыл. Надо будет купить вот эту удочку. Ну, чтоб легче ловилось, да? Я думаю, да. Посмотреть, Щас что можно продать из рыбы. А у меня много чего можно. И как-то что-то прокачать, наверное, все-таки. Так, сейчас мы на шифте пробежимся. Куда нам нужно покупать? Удочку крафтить? Надо в Гигамаркет надо зайти. На Пенгу. Вот, ого, гигапенгу, не этот, это сет, вот $1.70. Шатаут Бродский, шатаут криптокактусу, которые халдят гигапенгу, они прям верят в них супер. Я не знаю, какая у них точка входа, но вроде примерно $1. Я не могу, написано. А попробуй по одному. Не, нифига. А если через All Listings купить? А не Сейчас так. еще раз. Не-не-не-не. Листы supply вот так вот, если купить. За $2 сразу. Мгм. Так, ребята сейчас на иксах будут, и этот не покупается. Все скупили, что ли, гигапенгу этих? Вот Ребята, это должен купиться. ребята Ой, поймали. блядь. $50? Куда, Ник? Ё-моё! Как это сделать было по-другому? Ты 25 штук Пиздец. купил их. Ты Да я 20 вижу, что 25, но это как так получилось? А ты, подожди, прошла транзакция? Может, она не прошла? Да прошла у меня. Ё-моё! Все уже улетело. 25 гигапенгу 3 секунды Ну назад. все, ждем иксы на гигапенгу тогда. Давайте Бля. качать. Помянем, мужики, помянем. Не надо было на подкасте, потому что это день. Погнали Жесткий дальше. холдер. Да не, подожди, сейчас я Давай, исправлю давай. ситуацию. Я 23 Да, выставлю. попробуй. По Только по $2. 0,0, 20, 34. Не, мало. 0,0. А можно в доллары поставить? Не? 45. Нет, мало. 0,05. 5. 2,25. Давай еще наваримся. Давай. Так может сейчас будет все скуповывать еще и заработаешь. Да я так и подумал. Давай сейчас скупим всех. All listings смотрим. Да там Ну, сейчас потом осталось... Бродский пойдет отгружаться. Подожди, не В смысле? спеши. Так моя-то дорого, точнее дешево стоит. Надо ее убирать быстрее. Там у ребята есть, кто могут разгрузиться. У них целый там... Ну тогда все тогда. Там у них много этих гигапенгу, насколько я знаю. Ну, я думаю, что купят, короче, если мы смотрим по листингам. Ой, я не то увидел. Так, смотри, ну на самом деле вот это уже куплено. У нас 2,25 это моя. Ну, Ну, стоит. так, А там бачу. 2,60. Давай cancel нажмем. 2,60, короче, должно быть. Да, давай. Сейчас мы быстренько.
2,60. Это где-то 0,06. Мгм. 0,06. Просто 2,46. Ну, нормально вроде, да? Или так и ставил? Да, ну, 0,20, там за 0,26, да, ну, примерно это норм. Просто сейчас проснутся еще ребята, которые могут тоже сливать. Меня там чат смешит. Они предлагают еще тебе 20 раз пойти порыбачить. Проблема. Так почему-то мне не вернулось. Уже пишет 23 с листингом. Стоп, у меня купили уже. Купили? Или нет? Нет, это ты купил. Это ты купил. У меня нету активных листингов. Как? Я Может, еще... надо обновить вот. просто? Все, есть. Ты убираешь его все-таки? Ты еще дороже хочешь? Да мне надо... Нет, мне надо вернуть их, чтобы... Сейчас проверим, я обновлюсь просто. Может, я успел тех убрать. Мне нужно понять, сколько у меня гигапенгу. Мне же в любом случае 2 для крафта надо сделать. Вообще, надо сразу было идти скрафтить, и после этого... Ой, конечно, глупость сделал. Ладно, инвентарь. Есть у нас тут? Ну, 25, все нормально. Никто не продался, все живы. Так, заходим сюда, по-моему, да? Я не помню, где удочку деть. Если честно. Я её просто не делаю. Equipment вот здесь, да? Эквипмент. Ну, она не делается, она здесь одевается. Ага, тогда Делать вот здесь, эквипмент на станке. Сейчас мы всех как раз научим. Да, ну давай покажи, как эту удочку делать. Бля, да что она мне хочет? Skills, чтоб я Давай это выучил, да? разыграть гигапенгу на стриме. Все, у меня открылось наконец-то. Так, заходим сюда и ищем мы... я могу себе, кстати, шмотки из них создать. Вообще жестко будет. Удочку. Я не увижу эту удочку, ее нету. Гигапенгу. Что дает это гигапенгу? Вот оно, 2. Крафт. Сет можно делать. Success написано. Всё Синенький сделал. достался. Так, на 20 штук их. Ну все, хватит мне столько, по идее. И сюда теперь я должен сходить и надеть ее, по идее. Так, чатиться я зря с ним стал. Теперь мы equipment. Ага, и как... Да, она, может, не обновилась, просто надо перезайти. Это такое. Блять, я тут уже... Я привык, что нужно ничего не делать, просто общаться через Fireball с рыбалкой. Так, сейчас мы быстренько посмотрим. Sell есть рыба. Ох, нифига себе у меня тут. Продавать такое или... Не знаю. Ну, это какая-то жесткая, легендарная, да? Угу. Да фиг его знает. Может, Давай продать. прокачаемся. Нам надо... Я продал эту свинью. Гигапенгу? Или кого? Не есть. Гигапенгу есть, да. Ну, кстати, его продавать нельзя. Это сладко. Так, мы сейчас все другое продадим, которое сейчас зелененьким горит. Может, на подкасте все-таки не будем это потом уже сделаем, а то сейчас это затянется на овер дофига времени. Или Я нет? сейчас покажу ребятам, как прокачиваться. Давай, Вот, давай. смотрите, есть лак, и нам нужно обязательно лак прокачать, как я понимаю. Есть еще... даунгрейд появился, кстати. Так, мне нужно 382, а у меня есть 525. Я могу стамину прокачать, чтобы точно забирать, но я Да. прокачаю лак, чтобы больше шансов было. И у меня еще можно road контроль какой-нибудь прокачать. Но это уже потом. Вот, прокачку сделали, продается рыба, ловится, и в итоге мы лутаем. Так, короче, продавать нужно, когда они на хаях. Да. Вот такие вот красные лучше не продавать. Согласен. Вот, потом порыбачу, расскажу, что как, но, по-моему, я не могу выбрать наживку эту пингвина. Я просто не понимаю, зачем мне туда. Перезайти, она появится. Это ж такой баг бывает такой. Почитаем, изучим, да. Ладно, Окей. извиняюсь, что подкаст затянул. Да, Просто самому там прям интересно чат с ума стало. сошел. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, насчет прокачки было интересно. Из гигапенгу прикол тоже был, когда ты его купил. Зато контент. Я его еще не продал. Сейчас я вернусь, он уже будет опять $1. Ну ладно, ничего страшного. Выстави, давай подождем, вот выставишь, а потом пойдем дальше, чтобы на всякий случай. Не, успокойся, я уже это... Уже все продал. смирился с потерей. Ну ладно. Это будет целых 25 гигапенгу. Ну, типа, это же круто. На самом деле. Это сразу ты криптокактусы, губроски, вот к банду и гигапенгу. Окей, погнали дальше. Все, надеюсь, в отдельный чат добавят.
Запустился токен на имя. Что ты по нему можешь сказать? Как там вообще клейм? Я просто не изучал, я просто заклеймил NFT-шку, я не знаю, там вроде как должен быть линейный вестник, но, по-моему, это все залупа или нет? Да я вообще четко все сделал, узнал о выходе токена, закупился и продал его в профит, наверное, У тебя еще долларов есть 700, работа, да? но я мог его продать где-то с профитом в 1500. Блин, вот это Если было бы прям офигенно. по выгрузился. Но я просто Ну, не хотел как бы об наших ребят выгружаться там сильно жестко. Я и так каскад мой пошел, когда люди увидели, сколько я холжу. Давай быстренько через поиск попробуем, потому что он в топе должен быть IME. Либо там через тире. Ну вот, вот они. оно самое. Смотри. И почему я продал, кстати, я тоже уже могу рассказать, потому что я же не полностью выходил, а частично из Да. позиции. Так, у меня покупочка была вот здесь прям сразу. На $1000, на 149, на 500. Я закупился вкусно. Тут я купил Да. и проверил, что ханик это или нет. Мгм. И Вот продал, даже. типа, ну, чтобы проверить, работает, не работает, все. Да, ну я намного, конечно, купил, ну, на $100. Обычно на ханик доллары закидывают, но так чисто ради По прикола. Ну, 10. я просто был уверен, что это не ханик уже относительно. Вот, закупился, начал потихонечку выходить. То есть я покупал по 0,45, это даже неправильно, потому что я покупал много. Это вот с этой цены до вот этой дошло. То есть я где-то между Мгм. ними. 0,43 был мой вход. Вот по 0,85 я разгрузился, по 86 разгрузился, по 62 разгрузился. Ну и потом, видишь, уже 58, 52. Да. То есть, ну, если бы я здесь разгружался, я бы x2 больше даже делал. А что за Вот. покупки за $2.04 в конце? Зачем? $2.04 это не мои покупки. Это как раз-таки токены, которые мы клеймим, они Ага, почему-то оно идет отображаются как сюда. покупка. Всё, понял, Ну, понял. возможно, они сами покупают и тебе на кошелек типа кидают, Мгм, мгм, чтобы как бы в пуле ничего не менять. мгм. Но изначально запуск очень странный, с ликвидностью 40. Маркеткапа это опять же пишется FDV. На самом деле они добавили 0,01% сапплая токенов в пул. То есть, ну, циркулирующая тут очень маленькая. И по факту, ну, тут никто еще не получил дропа на данный момент. А как Мы никто? А можем как же видеть. OG, Вот, и Mindful, это, который разгружался? это вот я сейчас, это я сейчас Да, расскажу. расскажи. И как Вот. клеймить? Ну, в этом моменте я понял, что никто не получил дроп, потому что все получают NFT с вестингом на 4 недели. Соответственно, никто, кроме людей, не будет покупать это. Если будут покупать, токен будет расти. Поэтому я купил Да, на лоях, уже люди зашли. Ну, спекуляция конкретная, да. тут все было понятно. Как бы. Вот, извините, если об кого-то закрылся, но я закрылся не потому, что об вас закрыться деньги забрать, а потому что кое-кто начал лить. И сейчас вот этого кое-кого найдем быстренько. Я Вот, смотрел, он на кошелек. $2000 там слил, да. На двушку Да, суммарно. 2000. Ну, Ох, изначально просто 3% сапплая, когда в рынке 0,1 у него было на кошельке, то есть $1 000 000, когда в ликвидности 40 000. Как бы понимаете, что это очень странно. И при этом еще страннее то, что он начал продавать. Я думал, что он, возможно, член команды или еще что-то, но как бы Я бы он на его еще... месте бы бахнул бы Может, это сразу по случайность. стакану и забрал бы всю ликвидность своим своим продажам. Вот это был бы топ. Да я думаю, он просто какую-то часть он не будет лить много, но я думаю, по чуть-чуть он будет лить, так же, как с Pudgy Strategy было, так он как и делает. Ну да, Ну, по стратегии что? Никого не осуждаем, тут все в порядке. да, да, Это, да. это маркет, open market, поэтому... Возможно, за какие-то заслуги ему начислили, но это не airdrop в прямом смысле, то есть он не мог заклеймить столько. Вот, ну, по какие-то договоренности или еще что-то. Так, теперь перейдем на сайт AME, про Да, то, что как у них клеймить. не совсем удачный запуск, и мало ликвы добавили, это понятно, да. То, что можно было флипнуть на старте, тоже понятно. Да. Вот, все токены тут особо и смотреть не на что. У нас есть чекер, мы по нему можем посмотреть свой кошелек и как раз-таки заклеймить. Он Мгм. прочекается, вам скажет вот, и будет кнопка claim. Я уже клеймил, поэтому у меня ее нет. Заходим в дашборд, и здесь у вас написано, сколько у вас в стейкинге, и оно вот 26 дней у меня осталось. Каждый день я могу заходить и Часть какую-то, да, клеймить. клеймить, да, вот какое-то количество, вот 11 токенов, например. Ну, блин, очень странно, кстати, что всего 11. И тут же вроде 329 000. Или это 11 000? Нет?
Нет, это, походу, 11 токенов. Может, она просто с каждым днем все больше и больше будет Вот непонятно. выпадать тебе. Но Ну, в общем, деликвидность для тут есть этого еще какие-то воуты, чтобы агентов убивать. И, в принципе, эта платформа чем-то похожа в том, что у вас есть NFT в стейкинге и все такое, но ну, для меня все равно как-то непонятно. Но То я не есть, буллиш что у по них ИИ, происходит. если честно. Они запускают кучу AI-агентов по твиттеру людей, будет запускаться дополнительный твиттер, который будет что-то постить. Ну, мне, в принципе, такое не сильно нравится, и мы можем увидеть, что у них по факту забондился только токен Фина, потому что тогда было все на хайпе, он его сам запустил. И, получается, это было, когда там токен улетел на 800 тысяч маркеткапу. И вот какой-то какой-то GPU, ну, я про него даже не слышал. Я У него тоже. плюс-минус норма маркеткапа, но, возможно, это они сами как бы и забондили. Да, это правильно ты сказал. Как бы я думаю, пока на это точно внимание обращать не надо. На Но EMI дроп, в свое время я много денег заработал на самом токене. да, можно было заработать и на Фине, и на Луке токене, и на самом АИМе несколько раз. И Была на мета Луке, это, кстати, тоже и на Фине. Два Всё раза прокрутился. была мета, когда можно было зарабатывать. Думал я, что может и третья появиться за счет того, что дроп. Но видишь, так сейчас в абстракте такие времена не подхватывают. Я думаю, может быть, еще какое-то через время что-то еще будет, но пока это отложить надо и просто Да, клеить дропчик. даже Reborn свой запустил. Ну и даже не пошло у Реборна. Ну, как бы он его нигде не Не пошло у анонсировал. Reborn, он даже сам продал. Да, пиздец, он еще и продал, да. Но он, я думаю, и не хотел особо, он для квеста, походу, это реально сделал, а там кто его знает, может, и хотел. Но он, кстати, продал больше, ну, дороже, чем покупал вроде. Так Или он нет? еще и Сейчас. заработал. Не, ну 0.105 он брал, 0.104, 0.101 он закрыл. Ну, короче, еще и потерял. Вот. Ну, все вышли, все зашли, все вышли. Я как раз-таки в какой-то момент люди начали загружаться, когда я скинул, что он запустил. Но он никуда это, понятно, не зашилил. У нас Крей первым вышел, потом уже все остальные. Да, да, потом начали выходить. Да, ну, как-то вот так. Не самый красивый график. Знаешь, И нет перспектив для роста. тоже так думаю. Тоже так думаю. Думаю, знаешь, к чему надо перейти? К тому, что полный ребрендинг муншота произошелся. Мунхит теперь называется. И теперь они хотят сделать creator fee, как было в Солане. То есть это вот, я что-то хочу сказать, это глобально, что это может быть какую-то мету запустить. Вот новый хайп пойдет отсюда. То есть за этим надо все время следить, что отсюда может быть как раз и пойти какие-то супер токены в определенный момент. Потому что будет создавать ради фи меньше рагов за счет этого будет. То, как в Солане мы увидели, что меньше начали рагать, что больше будет вот качать и так далее. И вот если ты нажмешь лаунч токен в данный момент, вот я сейчас тебе покажу одну вещь, я посмотрю. Ну, давай на стриме залаунчим, так и быть. Это у меня ни одного залаунченного токена. Не, ну нажми на секунду, я покажу сейчас одну вещь. Смотри, ты видишь, что там вот... Загружаем картинку сейчас. Не надо. Интернейм, Playboy? Playboy Strategy. Playboy Strategy. Там посмотри, там про Абориан, там связано с Аборианом просто внизу. Вот что я хотел обсудить. Ты видишь, что Rewards теперь будет через Абориан DEX. Вот. А если ты обычный запускаешь DEX, то там не будет через Abstract Swap ревардов. То есть это вот тоже utility к Абориану дополнительно какой-то будет. Ну, это круто. На самом деле круто, но... Ну, в принципе, я думаю, что за такие токены не будет никто в пул голосовать, и, в принципе, ничего страшного. То есть эмиссия туда не будет уходить, токены Абориан. Но в целом то, что есть такая возможность, ну, это действительно круто. Можно тут какое-то определенное количество initial buy взять 1 ETH, да, и посмотреть, что из этого получится. Какой-то тут график уже рисует. Вот. Ну, в целом, как-то... Ну, как ты вообще думаешь, это может взлететь? Ну, понятно, не как в Солане, это пока невозможно у нас, но какой-то такой новый этап, скажем так, мемов в абстракте, новую мету опять заново запустить. Может ли это отсюда начаться? Я думаю, вполне. Ну, то есть это в любом случае крутой шаг. Круто, что есть партнерство с Абориан, прикольный дизайн, в принципе, ребрендинг. Насчет внутрянки я не знаю, ну, то есть насколько там все поменялось, потому что нам самим нужно будет там в копитрейдинг бота того же добавлять, скорее всего, новые там контракты и тому подобное, пулы. Вот, ну, в любом случае, когда выходит что-то новое, особенно связанное с мемами, которые там уже столько времени не бондились, я думаю, буллиш, потому что больше шансов, что что-то хорошее выйдет. И при этом еще дает возможность не рагать деву, а действительно зарабатывать, ну, взять там небольшую сумму и, ну, получать какие-то проценты. Ну, это круто, потому что Solana показала, что такой механизм работает, и Да. ребята реально зарабатывают. Да. Вот.
Окей, можем переходить тогда к следующей теме. Следующая тема у нас Монад. Может быть, ты смотрел видос Рубика, я смотрел, или знаешь какие-то его с него тезисы. Могу тебе вкратце быстро Не, я сказать. не смотрел, если честно. Есть такая идея у Рубика, что когда запустятся токены Монада, мы уже видели на плазме это, мы уже видели разные меты на других блокчейнах и так далее, начнется запуск разных токенов в майонете Монада. То есть какие-то мем-токены, они могут дать сумасшедшие иксы. И если их купить, вот как Trillions вначале была на плазме и так далее, то можно очень неплохо заработать на этом. Что Да, ты? 100%. Я с этим полностью согласен. Любой чейн — это чейн, ну, это возможности. И быть на нем early — это возможность в первую очередь заработать. Поэтому, ну, тут ничего удивительного. И как бы главное следить за метой и понимать, что имеет возможность тебе, ну, дать возможность заработать. Вот. Да, и я думаю, вот мы уже смотрели с чатом, там есть 3 мем-токена, которые типа главные на страничке, вот их надо попробовать заснайпить, которые будут легит, и я думаю, на этом можно тоже реально заработать, если зайти, опять же, по хорошей капе. И идея Рубика в том, что это будет жить типа а-ля там максимум неделю, я тоже думаю, может и меньше, и надо типа брать там условно 2-3 икса вышел и все, ну типа вот такого, ну опять же, если у вас прям супер хорошая точка входа, можно и больше словить, но типа не сильно жлобить с этим. Вот у меня такая идея. Да, согласен. Вот, кстати, куда добавляется гигапенгу, он добавляется просто в как это талисман ваш, то есть по факту И чисто он делает шанс. ничего не надо им делать, да. Вот это надо, кстати, как-то починить. Нужно с фином, нужно фина еще откупить. Я просто хотел показать, пока мы тут общались. Хорошая покупка была на самом деле, потому что уже самый дешевый 3.83 стоит. Ничего себе. Уже полетел. Так, может, ты выстоишь пока? Может быть, купят? Давай быстренько, да. Давай. Сколько это в... Блин, ну так я не скажу, сколько это ВТХ, я тебя так не посчитаю, если честно. 4, не, ну это Ну, дорого. чуть меньше. На 3 бакса. Вот тут столько. Ну, сколько у меня? 23? Да. Ну, мы еще и заработаем, получается, на стриме. Приятно. Это будет кайф. Это будет кайф. Так что любой мог. Повторить просто надо будет. Есть такое, да. Окей, знаешь, Да, какой быстренько. темой, ну, мы еще, опять же, попробуем с чатом еще пообщаться после этого, но последняя именно тема, которая у нас есть, что мы ждем на следующей неделе, есть новости про Edge токену, по Тенгу, по плейбоям и так далее, вот к этому давай. Так, по Edge у нас есть новости, что холдеры DexNK уже залетели в пресейл. Ну, в принципе, на прошлой неделе мы уже об этом знали. Сильно это пока никуда не форсилось, и за рамки других комьюнити пока не вышло. Ну, то есть в плане, они намерены раздавать споты еще другим комьюнити, каким-то классным типам. И каким комьюнити, и когда раздавать, сколько, пока еще информации нет. Ну, я думаю, что в ближайшее время она появится. Там, видимо, очень долго и упорно занимаются токеномикой и всем остальным. Вот. Ну, в любом случае, если они уже собрали деньги со своих, то уже близко запуск и, в принципе, шил по другим комьюнити. Окей, что еще можешь То же сказать? самое с Тенгу, это же по факту NFT, основанное на вот этом утилити, заработка с этого токена, поэтому все будет жить, никуда не денется. По плейбоям, где вы еще увидите коллекцию, где с вами фаундер играет в Fortnite по вечерам? Поэтому, по факту, классно все делают, работают реально ребята, и, поддерживаю их максимально. Я думаю, что сейчас будут какие-то свободные деньги, еще парочку плейбойсов прикуплю, потому что прайс вкусный. Даже, наверное, афера поставлю, чтобы мне какие-нибудь папирки слили. Да. Чтобы у меня было повкуснее ТВХ. Вот, как-то так. И еще, кстати, у меня в пуле уже еще больше упало. И я хотел посмотреть, что у нас сейчас с Апстером. Он упал или стоит на А месте? что у Может, тебя это упало, я эфир? пропустил. Кстати, да, Апстер Апстер обвалился. Я думаю, обвалился. и 10 тёрем. Нормально. И сейчас, кстати, можем увидеть, сколько у меня Апстера. Кстати, столько же у меня Апстера осталось. Так и у тебя запас как-то, я не смотрю, деньги особо и не падают. Ты двушку закидывал, сейчас 1930. Да, так он не сильно-то и упал, и я плюс-минус по таким ценам его и брал. Даже сейчас можно быстренько глянуть, чтобы узнать. Вот я эту свечку откупал, но поздно. Но я все равно верил в Апстер, поэтому откупил я ее по
Вот, 0,138. Ну, там по разным пулам. Примерно, да, такой диапазон у тебя, да. Да, Поэтому, в принципе, не, я также, да, и где-то и покупал. Не нормас. критично вообще. Все отлично. Кстати, Мейкер, если я не ошибаюсь, это фаундер этого. Это ж с команды Абстракта, Мейкер. С команды Абстракта. Да, он с команды Abstract. Он сейчас, если не ошибаюсь, занимается этим социалкой какая-то, помнишь? Амиго вроде, да. Поэтому Да. Да, мне Amiga кажется, в что августе должно Амиго было. скоро. Мгм. Ну, надеюсь, оно должно было в августе выходить. Хорошо, что-то еще ты ждешь? Амиго ждем, да, скоро. Я Амиго, думаю, в окей. ближайшие недели. В принципе, я И в целом, да, все, я думаю, ну, Pengu Strategy ждем. Я думаю, в ближайшее время вы будете довольны запуском. Да, я думаю, Что-то да. позитивное на абстракте появится. Я думаю, Вот. да. И Но то, что можно пообсуждать. мы ждали долго Абориан, вот мы дождались. Я, честно, доволен, получил неплохой дроп. Я мог его вообще сливать за там в районе полторушки-двушки. Я не слил, я решил похолдить, поголосовать, посмотреть на это. Мне стало интересно. Как бы и деньги не маленькие можно было забрать. Говорят, абстракт там не кормят, ребят. Все кормят. Ну Вот да, просто за то, что похол мог 1500 сразу, как с куста. вообще. Поэтому да, клево. Даже сейчас оно стоит нормальных денег. Там мой дроп, ну, где-то 1000, там я точно, ну, $800. Я мог Сколько у тебя? У меня 57 тысяч монет. Это сколько сейчас? Ну да, 57 тысяч монет, в принципе, да. Сейчас где-то за 750-800 Ну долларов вот. ты точно сольешь. Да, и вроде нормальная цена. Я не сливаю, я как бы посмотрю дальше. Мне кажется, что эта идея с Аборианом может как бы жить. Мы видели аэродром на бейзе. Понятно, мы до такого, я не сумасшедший, я не говорю, что мы тогда растем. Но какой-то рост увидим, ну, условно, после Да, в падения. аэродроме же точно так же было. То есть они распределяли эмиссию, и по факту, вот. Насчет Апстера, кстати, Апстер не упал, это эфир упал, поэтому... Ну, то есть эфир, когда мы начинали, был 420, а сейчас 460, и по факту, поэтому у меня в Апстер ничего не перелилось. То есть не сильно много было продаж, просто одна маленькая продажа, когда эфир просел, она просаживает график. Вот. Поэтому, в принципе, Апстер на 2000, когда будет эфир, в принципе, можем по вкусным ценам увидеть. Ну, Так что стейблы наготове ждите, точнее, держите на всякий случай. Да, Какую-то ну, часть от эфира. ждем обновления, там говорят, все, Сун Сайгар говорит, скоро что-то будет сумасшедшее, BG, темная тема, еще что-то. Я думаю, это прям реально будет скоро, ну, может быть, не на следующей Да, неделе. мне кажется, они прям готовы отстреливать сейчас анонсами за анонсами, собирать деньги, гнобить сибилов. Да, да. Хорошо, окей, может, у чата есть какие-то вопросы, и обсудим под конец. Да, ребят, задавайте вопросы, Давайте. я на все отвечаю, там со мной здоровались. Передай, пожалуйста, Золото, что вернусь к нему на стримы, когда он переоденет футболку Барсы. Это кто пишет? Блейз. Вот ответ. Окей. Ладно, что-то еще есть, пишет, ну что, готовы к фуду? Да я думаю, никакого фада уже максимальный. А уже какой фад? Ну вот все фадили, что на абстракте ТВЛ нет. Мы заходим на Абориан и видим, какой у нас ТВЛ на абстракте сейчас. 9,3 миллиона. Ну, то есть еще чуть-чуть, и будет у нас анонс, что 10 миллионов ТВЛ на Абориане меньше, чем за неделю с запуска. Ну, типа, это ж булишь. Ну, Кона упала, кстати. Ну, О, это, есть конечно, как раз грустно, но это вопрос предсказуемо. по Коне. Ник, как сейчас, как считаешь, Кона заебись или не заебись? Ну, Не я скажу так, она выглядит просто не настолько интересно как и Абориан. дает не те же, ну, не Ладно. такие большие APR, как дает Абориан, поэтому выбирают Абориан. Но что вообще сейчас на Коне происходит? Ну, давайте посмотрим. Я думаю, холдеры топовые все равно остались, какие были, это тема абстракта. Но просто мне механизм Коны не нравится в том, что нужно сжечь фрод, и все это так завязано. Но в Да. целом, если холдить ЛП, Блин, как будто, плюс-минус... если честно, я хочу сказать свое мнение, что Кона это как будто такой проект, знаешь, который пришел с Flow на абстракт, чтобы немного свой токен бустануть. Условно, мы им нужны были больше, чем они нам. А Абориан это вот проект, который реально строился под абстракт, условно, с какой-то идеей. А мы тут как будто в Коне как экзитлику пытались найти в нас. Ну, да, опять же, да. ну, это хорошо, что они появились, но, блин. Согласен с тобой. В любом случае, любые DeFi и развитие экосистемной продукты это хорошо. Ну, есть выбор. ТВЛ у них 1 миллион. Как бы это, я думал, сильнее укаталось, учитывая цену токена. Ну, как бы это нормальный ТВЛ. Вполне себе. Люди стейблы туда несут. Окей, Поэтому, ну, как-то так. В принципе, я думаю, что фада хватает, но неделя как бы
не без анонсов. Неделя довольно-таки интересная вышла. При этом у нас и времени это заняло подкаст больше, потому что мы тут, Мы конечно, долго про помимо Абориан игры в говорили. Gigaverse. Да, да, Еще вопрос тоже есть к тебе. Скажи, как откупаться будут Инвест и Пенгу? Сразу с продаж, без задержки? Вот, Резинка спрашивает. Инвест и Пенгу на сайте вроде как видно, как оно будет откупаться. Если мы лайв откроем, у нас есть тут пул в 1 эфир, и как только он собирается, идет откуп. Сразу же по одному эфиру. А инвест, он же немножечко из другого откупается. Ну, в плане, когда нам приходят проценты, ну, в принципе, они сразу приходят. А там уже мы, по-моему, откуп инвеста, наверное, даже не автоматизировали, чтобы не было такого, что у нас условно инвестор на очень большую сумму откупится. Вы сами Будем будете сами решать, на какую сумму, да-да-да. А Пенгу автоматом по одному эфиру, типа. Да, как только ордеры и продажи что же, все автоматизировано на самом деле. Ну, то есть единственное, что это мы 2%, грубо говоря, комиссии получаем на свой dev-кошелек, и уже с ними там как бы, ну, зачем это нам автоматизировать? Ну, как бы это уже относительно деньги, которыми мы будем распоряжаться там для маркетинга, для остального. Вот. Дима у нас еще тоже пишет, Абориан, это же просто форк аэродрома с бейза, может, что-то пропустил, конечно, только последний. Дим, ничего страшного, сможешь посмотреть, у нас очень огромный вышел блог по Абориану, в записи завтра будет, я в канал добавлю, ты там, я думаю, есть же, все норм. А по поводу форк, но это типа, это другая совершенно команда, можно так сказать, они просто взяли идею аэродрома, да, и реализовали в абстракте, как бы они не связаны, но идея полностью такая же, да. Это успешная идея, и, кстати, не зря я продал Абориан-то. Падает. Но это эфир падает, тоже тут сложно сказать. Это все-таки пара с эфиром, а не пара с USDC. Быстро, потому что есть вопросы, прыгаем. Резинка 0,5% написано, идут на откуп инвеста. Не автоматом, да, как я понял, Ник меня поправит, но идут реально, но они сами будут откуповывать это, ну, я думаю, транзакцию. Ну, я опять же, я не лез в этот смарт-контракт. Возможно, ребята там уже сделали, чтобы это было автоматически, и условно там с каждого эфира сколько получится. Ну, получается... Так, с каждого эфира, подожди. С каждого эфира получается 0... Нет, не с каждого эфира. 0,5. Нет, эфир же уже собирается, собирается именно с комиссией. Ну, короче, да, там, ну, в любом случае, там эфир, если это $4000, то получается 1/20 часть, это сколько, 200? Ну, возможно, он и автоматически откупается. Это хороший вопрос. Ну, возможно, потому что один эфир это не так много, и $200 покупка это тоже не так много. Скорее всего, могли автоматизировать. Ну, то есть я просто честно, я этот вопрос не задавал, но надо спрашивать именно тех, кто за кодом сидит. Вот. Я просто думал, что это не обязательно, но, возможно, ребята уже это сделали. Я, в принципе, могу уточнить. Кстати, альфа от Арси, мы забыли это сказать, через Абориан кайф свапать, там очень минимальная комса. Это действительно так оно и есть. Да, это так и есть, нужно свапать через Абориан, если... Там нету прям инвеста, наверное, да? А если контракт быть? Сейчас. Ну, там же нету пула. Ну, разницы не будет. Ну, абстракт очень много комсы за свапы берет за этот... как его? За интерфейс, да. Поэтому Абориан в этом плане выгоднее, конечно. У тебя есть какие-то вопросы в твоем чате? Может, потом мы тут отвечаем, ну, а там ничего. Ребят, задавайте вопросы, если вдруг есть. Но после передаю золото, что вернусь к нему на стрим, когда он переоденет футболку Барсы. Больше... Так, я люблю DeFi, все эти фармы в пулах. Я на этом больше всего заработал в 2021 году, вот Дима пишет. Хреново, что сейчас капитала нет для этого, чтобы пулы залить. Но ничего страшного, я думаю, еще будут возможности у нас на рынке. Так что, то такое. Но у нас самих у нас еще не началась прям нету сейчас для того, чтобы заливать. Все уже засажены везде, ребят. Мы абстрактно засадил, как только мог. Да. Поэтому приходится записывать подкасты, чтобы засадить новых ребят. Нет, это неправда. Рыночек такой, вот все правда, да. Это да, соглашусь. Окей, ребят, если нет вопросов, мы можем уже заканчивать, потому что у нас уже подкаст будет 1:50. Потому что 1:50, 1:40, да. Да, это вообще, это... Это прям жестко. Это большой подкаст, как в прошлый раз, но ничего страшного. Если он на двоих люди будут смотреть, я не знаю. Завтра буду это монтировать, я тайм-коды и выставлю.
Что, будем заканчивать Хорошо. или есть что сказать еще? Да, в принципе, все. Спасибо, ребят, что смотрели. Я тут еще ненадолго останусь. И я еще Вот. тоже долго останусь. И, в принципе, следите за инвестом, поставьте колокольчик. Я думаю, тогда вы ничего не пропустите. Да, Вот. тебе большое спасибо, особенно за Аборян. Я думаю, это самая познавательная информация прям вообще была сегодня. Ну и вообще просто Ну, большое я спасибо. сам просто на своем примере сидел, тыкался и все это изучал. Да. Я даже в документацию не лез, поэтому как-то вот так. Всем спасибо, кто был на стриме. Мы не заканчиваем. Спасибо всем, кто смотрит записи на YouTube. Вам большой привет. Спасибо, ребят. И тогда все, заканчиваем, Ник. Давай мы его как-нибудь вот так вот красиво... Ой, не, немножечко расширим. всё-таки. Сердечками. Вот так вот разными, да. Все, большое Ну спасибо. ладно, можно вот так. У меня не получается, мои руки. Собрали. Все, всем спасибо, ребята. Спасибо, Давай. ребят, да. Скоро увидите нас на Ютубе. Да, давайте.